Получается, нужно, что вот здесь видишь, презент через Ранковский. Вот это от презентера просто белый такой вот. Большое спасибо. Большое спасибо. Все хватило, да? Где-то осталось еще. У всех есть, да, вот эти листочки? Мы не сразу, чуть позже к ним обратимся. Так, с огромным удовольствием я всех приветствую.
хорошим настроением и с морозным утром. И быстренько мы посчитаемся, кто у нас присутствует. Я посчитаю, если вы не против. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16. Ага. А там еще подожди. Угу. Ну, я так полагаю, что можно начать нам с вами. Мы сегодня с вами будем работать в следующем ключе. То есть вначале я предложу вашему вниманию небольшую лекцию, беседу на тему психолого-педагогическое сопровождение, воспитание и социализация обучающихся. Затем мы с вами проговорим по поводу выполненного нами задания. Дома даже не выполнено, а дома просмотрели данное задание. Сегодня мы будем совместными усилиями его выполнять. Это по тем двум видам таблиц, которые у вас представлены. Это таблица распределения тем проектов по тематическим блокам и распределение планируемых результатов по видам контроля. Затем будет у нас задание, связанное с определением, что это проект или исследование и какие структурные элементы там присутствуют. Чуть позже я выдам эти листочки. Ну, затем у нас с вами будет еще одна лекция, беседа на тему «Общая характеристика основ реализации предметной области» и некоторые виды заданий мы там тоже с вами проговорим. А то, что будет завтра, это я озвучу завтра. Давайте начнем с самого начала. Хочу обратить ваше внимание на тему, которая предложена здесь на слайде. Это педагогическое сопровождение, воспитание и социализация обучающихся. На что, безусловно, мы с вами обращаем ключевое внимание, это то, что ценностно-ориентировочный подход в образовании является важнейшим условием воспитания и развития полноценной личности. В этой связи я хотела обратить ваше внимание на двух деятелей современной истории. Слева у нас представлен известный вам Геннадий Никандрович Волков, советский российский ученый, педагог, основатель этнопедагогики, писатель и публицист, доктор педагогических наук. А справа я предлагаю вашему вниманию такую личность, как Теодор Рузвельт. Это американский политик, президент Соединенных Штатов Америки с 1901 по 1909 годы, представитель республиканской партии, ну и лауреат Нобелевской премии. Почему именно два этих деятеля мной здесь использованы? Дело в том, что я взяла у них два высказывания, и, на мой взгляд, эти высказывания являются логическим продолжением один другого. И непосредственно связаны с темой, которую мы с вами сегодня рассматриваем. То есть тему психолого-педагогическое сопровождение, воспитание и социализация обучающихся. И давайте обратим внимание на высказывание, которое принадлежит Геннадию Никандровичу. Звучит он следующим образом. Без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа как исторической общности. Если нам с вами поработать, да, что, значит, читательская грамотность, которую мы с вами развиваем у наших обучающихся, и если мы с вами поработаем с данным текстом, то выделим смысловые ключевые характеристики, которые являются базой, что ли, этого высказывания. То есть такие важные понятия, слова здесь вы выделили. В первую очередь, безусловно, духовность выделяем, да, и личность. Духовность, личность, да, народ, да, историческая общность. То есть народ, духовность, личность, народ. Вот три основных понятия, которые мы сами себе выделяем. Если мы попытаемся в логической последовательности связать данное понятие и высказать собственное суждение, то фраза может быть построена следующим образом. Жду от вас эту фразу. Итак, мы используем понятие личность, духовность, народ. Как фразу мы можем построить? Собственно говоря, мы нашим ребятам задаем подобные вопросы, да, даем определенные ключевые слова для построения фразы, которые являются пониманием текста, да, то есть что думают они о данном тексте. Надежда Олеговна, можно я к вам обращусь? Как будет звучать ваша фраза? Можно использовать еще какие-то слова, если вы того хотите. То есть вот мы принимаем фразу, сказанную Геннадием Никандровичем, да, и формулируем свою, чтобы интерпретацию данной мысли.
И данная мысль будет как звучать в вашем понимании. То есть не в моем не понимании, а именно в вашем, каждого из вас. Александр Александрович, правильно я вас называю, да? Андреевич. Андреевич, извините. Угу. Ну, если говорить об этом выражении, то первое, чему тут уделяется внимание, то, что нет духовности именно без воспитания. То есть, если нет воспитания, нет и духовности. В том случае и не формируется личность. То есть, как же тот Чехов говорил, в человеке должно быть прекрасно все, и душа, и одежда, и мысли, да, насколько я помню. Тут, в принципе, то же самое отражается, что Геннадий Никандрович говорит, что без духовности нет личности. Если нет личности, то и народ, и как историческая общность, они распадаются. То есть духовность в центре всего. Без духовности нет вот этого всего. Это как скелет, можно сказать. Большое спасибо. Еще парочку суждений бы хотелось услышать. Можно сформулировать основные понятия народно-исторической общности и как она формируется или образуется. Можно с другой стороны, через чего формируется народ как историческая общность. Воспитание формирует духовность через духовность формирования личности и народ как историческая общность. Большое спасибо. Возвращаемся к Надежде Олеговне, пожалуйста. Очень хочется послушать молодых, да? Вы понимаете, да? Поэтому вот здесь мы такую триединую связь, мы как ровесники с Еленой Брониславовной, и здесь вот как раз Александр Андреевич и Надежда Олеговна. Пожалуйста. Воспитание, духовность и личность важной составляющей исторической общности. Что-то такое. Да. Ну и действительно хотелось бы согласиться со всеми выступающими и сказать о том, что да, если мы говорим о воспитании личности, мы всегда говорим о народе. Чем отличается население от народа? Тем, что народ состоит из духовных личностей. И хочу обратить ваше внимание на правую часть нашего слайда. Здесь представлено высказывание Теодора Рузвельта, американского президента прошлого века, начала прошлого века. Фраза звучит следующим образом. Такова мысль. Дать образование и не внушать моральных и гражданских качеств, принципов, значит воспитывать еще одну угрозу обществу. Вот давайте здесь найдем тоже ключевые слова, понятия, которые будут положены в основу нашего с вами понимания данной фразы и нашего с вами представления о том, что было сказано данным автором, и насколько мы это с вами принимаем и как это интерпретируем. Итак, какие понятия, слова мы здесь с вами выделяем? Образование. Итак, выделяем слово образование. Мораль и гражданские качества. Да, выделяем качества моральные и гражданские. И Общество. да, выделяем общество. То есть, если мы с вами попытаемся интерпретировать данную фразу, присвоить ее как бы себе, да, понять, что собой она представляет, принять ее за фразу, которая нам, нашему мироощущению отвечает, то какую мысль мы можем с вами сформулировать? Пожалуйста. Образование без духовности опасно. То есть здесь мы можем некое утверждение заявить, то есть то самое утверждение, которое здесь мы с вами наблюдаем, да, то есть опасность бездуховного общества, да, а поскольку образование и воспитание должны быть совместны, вот обратите внимание, здесь два понятия очень важно присутствуют: образование и воспитание, то есть это некий симбиоз, да, который должен обязательно присутствовать в процессе формирования личности, в процессе социализации человека. И не случайно хочу обратить ваше внимание, что два этих высказывания, они близки. И вот если посмотреть, то чем они близки, Александр Андреевич, с вашей точки зрения? Два высказывания у Рузвельта и у Волкова. Но они схожи с тем, что они, так сказать, ссылаются к тому, что образование важно, но без моральных каких-то духовных качеств, которые должны вкладываться во время того же образования, это все бессмысленно. То, что оно ведет к разрушению, как и у Рузвельта, так и у Волкова. Спасибо. Мы говорим о краеугольном камне нашего образования, это прежде всего воспитание, то есть воспитание человека, как мы говорим, человека с большой буквы, да, обладающего личностными качествами и эти качества реализующего в процессе своей жизнедеятельности, отвечающего тем базовым требованиям, которые в нашем государстве четко определены.
Хочу обратить ваше внимание, поскольку мы заговорили о понятиях, понятийный аппарат очень важен в предмете обществознания, но я полагаю, что и в предмете основы духовно-нравственной культуры народов России мы большее внимание, безусловно, уделяем умению понимать прочитанный текст, но без знания определенного понятийного аппарата невозможно уяснить, что прописано в данном тексте. Ну и поэтому хочу обратить ваше внимание на 3 основных понятия. Преподаватели обществоведы данное понятие знают, ну и, соответственно, можно сразу к ним обратиться с интерпретацией данных понятий. Ну, например, понятие воспитания. Да? Александр Ильич, пожалуйста, ознакомьте нас с этим понятием, ну, интерпретируйте. Воспитание – это целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и ответственной личности с целью подготовки ее к активному участию в общественной жизни. Воспитание направлено на формирование личности с целью подготовить ее к участию в общественной культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. То есть воспитание – это формирование духовно-нравственной и ответственной личности, которая сможет позже приступить к взаимодействию с другими людьми в социуме. И задавая самим себе вопрос, мы, работая с детьми, все время говорим, зачем, что, кто, как. Вот если мы с вами зададимся вот этими 4 вопросами, то ответы в данном определении сумеем найти. Зачем, кто, что, как. 4 вопроса. Одно определение. Кто личность? Итак, ну, вначале обратим внимание на слово «зачем». Чтобы сформировать духовную ответственность. Да, ответ мы нашли. Затем, кто? Здесь есть ответ «кто». Ну, речь идет о личности. То есть личность может формировать личность, да? А не личность не сформирует личность, да? Но когда мы говорим о процессе воспитания, во главу угла мы ставим, естественно, ученика. Мы, естественно, с вами помним знаменитый треугольник равнобедренный, когда мы говорим о вершине треугольника об ученике, а по обе стороны данного треугольника мы обращаем внимание на родителей и, соответственно, школу. Да? Чем ближе связь между родителями и школой, тем выше в процессе развития своего является ученик, да? То есть вершина. Затем мы отвечаем на вопрос, что происходит. А происходит процесс, который имеет название воспитания, да? Ну и, соответственно, как он происходит. И Александр Ильич нам здесь как раз обратил внимание, как это происходит. Можно еще раз повторить, если вам не сложно. То есть воспитание – это в первую очередь подготовка к личности, ее духовно-нравственной составляющей в будущей жизни, чтобы дальше принимать общество в жизни, дальше принимать участие в жизни общества. Вот так. Вот как раз концовочку, если мы с вами посмотрим, да, социокультурные нормативные модели. То есть, соответственно, как через систему усвоения этих социокультурных нормативных моделей. То есть, таким образом, мы ответили с вами на 4 основных вопроса. Давайте этот же принцип попытаемся использовать для объяснения и второго термина. Работает этот принцип здесь или нет? Надежда Олеговна, пожалуйста. Да, будьте любезны, ознакомьте нас. Социализация – это процесс, в результате которого индивид становится членом общества и усваивает его нормы, ценности, роли и поведенческие стандарты. И у нас 4 вопроса. Зачем, кто, что, Чтобы как. стать членом общества. Итак, на вопрос «зачем?» будьте любезны погромче. Чтобы стать членом общества. То есть речь идет о зачем проходит социализацию, да, чтобы стать полноценным членом общества человеческого. Да? Затем мы отвечаем на 3 других вопроса. Индивид. То есть во главу угла мы ставим отдельно взятого человека. Да? То есть в отношении данного человека мы говорим, что идет процесс какой-то социализации. Затем, и опять же, как это происходит? Через усвоение норм, ценностей. Да? Ну, если мы с вами сравним понятие социализации с понятием воспитания, то, безусловно, вопрос «как» здесь идентичен ответ. Да? Обратите внимание. В вопросе воспитания мы говорим о том, что происходит данный процесс посредством усвоения социокультурных нормативных моделей, и в вопросе социализации мы наблюдаем то же самое. Это усвоение норм, ценностей, принятие различных ролей и поведенческие стандарты, которые должен усвоить индивид, чтобы стать личностью. Мы с вами знаем, и обществоведы здесь могут подтвердить, что да, действительно личность формируется в процессе своей жизни, и, к сожалению, завершение происходит с его смертью. Да? Поэтому социализация на всю
жизнь. А в рамках предмета основы духовно-нравственной культуры, когда мы говорим о особенностях развития обучающегося, о его процессе социализации, то как раз заложение этих основ, которые помогут ему в дальнейшей жизни развивать их, здесь достаточно важно. Ну и обращу ваше внимание на такое понятие, как личность. Да? Работает ли здесь тот самый принцип сквозь призму 4 вопросов. Зачем, кто, что, как. И ознакомимся с данным определением. Посмотрим, попросим представителей моего поколения. Елена Братиславовна, пожалуйста. Личность – это социальная характеристика человека, которая означает его способность к самостоятельной, культуросообразной и социально полезной деятельности. Но кто это человек? Социальная характеристика человека, да? Начнем с вопроса «Зачем?». Зачем? Зачем формировать личность? Способность самостоятельной Полезной деятельности. деятельности. Совершенно верно. Да, способность самостоятельной. То есть зачем мы формируем? Для того, чтобы данный человек обладал способностью к самостоятельной, культуросообразной, социально полезной, значимой для общества деятельности. Да? Ну, понятно, что формирование личности будет всеми субъектами социального окружения, то есть, по сути, все институты гражданского общества занимаются этим, в том числе и, соответственно, школа тоже этим занимается. И мы с вами через уроки разных предметов, включая предмет основы духовно-нравственной культуры. И каким образом это происходит? Давайте найдем, как это происходит. Если здесь просматривается, это в первой части. Социальная характеристика. Да, совершенно верно. То есть как это происходит? Через складывание социальной характеристики. А социальная характеристика, она насыщена, как мы с вами понимаем, выше предложенные у нас 2 понятия дают нам ответ. Да? Это характеристика, обладающая такими элементами, как поведенческие нормы, социокультурные модели, это ценности, роли, стандарты. Итак, мы с вами поработали с понятиями, хотя следует отметить, что основополагающим в предмете основы духовно-нравственной культуры народов России, еще раз на это обращу ваше внимание, является работа с текстом и прежде всего понимание того, не то, что ты из текста узнал, а то, как ты к этому относишься. Да? А для того, чтобы наши обучающиеся обладали способностью высказаться, как они к этому относятся, они должны обладать определенным багажом знаний, да? То есть понятийным аппаратом, то есть формулировать свои мысли, используя набор понятий и терминов. И вот понятия и термины, которые мы сегодня проработали, они тоже нам с вами необходимы. То есть что значит быть человеком с большой буквы, как говорят наши ребята, да? Что они включают в это понятие. Мы-то с вами говорим, что это личность, да? А ребята 5-6 класса называют это человека большой буквы. Да? Что они туда включают? Ну, по сути, все то же самое, о чем мы, собственно, с вами сейчас говорим. То есть те элементарные нормы, которые данный человек усваивает, которые он реализует в данном обществе и, самопредъявляясь, дает пользу ближайшему окружению своему, будучи в столь нежном возрасте, как младший подростковый возраст. Ну и занимается, безусловно, не только самоактуализацией, но и самореализацией. Хочу обратить внимание на самые основные вопросы. Это нормативно-правовое обеспечение деятельности по психолого-педагогическому и социально-педагогическому сопровождению в образовательных организациях, психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях перехода на обучение по обновленным федеральным государственным образовательным стандартам, воспитание и развитие личности как главная цель образования. Ну, собственно говоря, мы уже начали буквально с 3-го вопроса, хотя хочу вернуться на вопрос номер 1. Ну, вот перед нами приказы Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов. Из данных приказов вам необходимо, безусловно, знать, это приказ Министерства просвещения от 2021 года, 31 мая мы с вами этот приказ, безусловно, знаем, об утверждении в ГОС. Ну, ссылочка здесь также у меня имеется. Приказ, который последовал за предыдущим, это приказ 2022 года от 18 июля о внесении изменений в ГОС. И приказ Министерства просвещения от ноября 2022 года, это почти год этому приказу, об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования. То есть перед нами такой нормативный как бы треугольник, 3 основных приказа.
Исходя из нормативной базы, следует отметить, что психолого-педагогические условия реализации нового федерального государственного образовательного стандарта должны прежде всего обеспечивать. И хочу обратить ваше внимание, на данном слайде оно прописано. Это преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, это учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, ну, в том числе и при переходе из возраста начальной школы в возраст основной школы, то есть от младших школьников к подростковому возрасту. Это формирование развития психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических, административных работников, родительской общественности, словом, всех субъектов образовательной деятельности и здесь как субъекты гражданского общества, которые способствуют формированию человека, то есть формированию личности. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, включая не только обучающихся, педагогическое сообщество, родителей, но и иных участников данного процесса. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения, вариативность форм сопровождения участников образовательных отношений. И приоритетными направлениями здесь являются следующие. Мною здесь прописано на данном слайде порядка 4 положений. Первое положение, что ВГОС задает ведущее направление образования современного ребенка. То есть он четко определяет цели, ставит задачи, содержательные акценты процессов образования, воспитания и развития. Хочу обратить ваше внимание как раз на эти 3 важных слова. Образование, воспитание и развитие. Когда мы с вами работали с терминологией, то мы, безусловно, обращали внимание на то, что образование и воспитание должны быть единым процессом, направленным на развитие личности человека. И вот как раз ВГОС на это обращает наше внимание. Образование, воспитание и развитие. А второе очень важное положение, которое характеризует прежде всего актуальную задачу. И ВГОС актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий, как психологической составляющей фундаментального ядра образования. Вот когда вчера я демонстрировала экселевскую таблицу, которая дает возможность преподавателю оценить итоговый проект, то есть проектную работу по окончанию курса по ДНКНР в 5 классе или 6 классе, то нацеленность как раз заполнения данной таблицы и определения успешности нашего учащегося сквозь призму тех самых УД, да, то есть учебных действий, универсальных учебных действий. Следующее положение – это федеральный государственный образовательный стандарт обеспечивает личностное развитие учащихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, ценностно-научное воспитание. Итак, мы говорим о воспитании как о главной составляющей не только в ГОС, но о главной составляющей предмета, который мы с вами имеем честь вести в этом году, да, то есть предмет основ духовно-нравственной культуры народов России. Ну, кто-то, может быть, вел данный курс и в прошлом году, и в рамках внеурочной деятельности. Важное место в образовательном процессе занимает психическое здоровье обучающихся. Прежде всего, индивидуализация его образовательных маршрутов, создание психологически безопасной, комфортной образовательной среды. И все то, что здесь прописано на данном слайде, осуществляем и должны осуществлять мы с вами, педагоги, в процессе изучения не только предмета ДНКНР, но и всех учебных предметов, членами которых мы с вами являемся. Хотелось бы большое внимание в этой связи уделить высказыванию Константина Дмитриевича Ушинского, известного педагога, родоначальника научного подхода к педагогике в России. Здесь на данном слайде я представляю вам несложную схемку, в центре которой представлена личность, то есть развитие личности, и какие факторы оказывают воздействие на развитие личности. В свое время Константин Дмитриевич сказал следующую фразу: если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна узнать его также во всех отношениях. Что значит узнать во всех отношениях? Очень часто мы с вами видим в учениках как раз того субъекта, к счастью, субъекта, а не объекта, да, деятельности, который вместе с нами
изучает предмет, высказывает свою какую-то позицию по определенным выполненным заданиям, которые мы им задаем, он выполняет данные задания. Но забываем о том, что у ученика помимо учебной деятельности есть и другие виды деятельности. То есть его жизнь не ограничивается рамками только того, что он находится в учебном классе, на уроках и обязан выполнять требования учителя, после уроков обязан выполнять домашние задания и прийти подготовленным. То есть другие интересы данного ученика, они, безусловно, помогут нам с вами в предмете основы духовно-нравственной культуры. Потому что, высказываясь по тем или иным позициям, по тем или иным текстам, наш учащийся будет брать не только тот багаж, который вместе с нами он накопил в процессе изучения определенных тем, но и свой социальный багаж, свой социальный опыт, который, безусловно, полезен для того, чтобы высказаться по поводу определенной ситуации, то есть прочитанные притчи или какого-либо рассказа, высказать свое мнение о каком-либо человеке, ну, предположим, о Елизавете Петровне Глинка, да, если мы с вами даем информацию о этом выдающемся человеке, нашем современнике, к сожалению, погибшем в авиакатастрофе, но многое сделавшим для нашей страны, для нашего народа. Ну, я имею в виду благотворительную деятельность, не только деятельность, связанную с медициной. И высказать свое отношение к современнику, это очень важно. Да? И если в процессе высказывания у наших ребят выступают слезы на глазах, то мы, естественно, считаем, что формирование личности человека идет очень успешно, потому что свое отношение к тому, что происходит, ребенок высказывает не только словесно, да, облекая в словесную форму свои мысли, но и высказывает и посредством вот таких эмоций. А вот это самое ценное в процессе преподавания предмета, о котором мы с вами говорим, предмет основы духовно-нравственной культуры народов России. Потому что данный предмет нравственный, да, воспитательное значение имеет, культурологическое значение имеет. В большей степени имеет значение для того, чтобы учащийся умел прочувствовать и высказать то, что его волнует. Но высказываясь при этом, он должен обладать способностью использовать определенный багаж знаний, который мы, безусловно, должны давать на наших с вами уроках. Но если мы с вами смотрим на данную схему, то данную схему прочитать несложно. Я попрошу, вам видно, да, Александр Ильич? Да. Ознакомьте нас с данной схемой. То есть в центре стоит развитие личности. Первый вопрос – это что влияет на это развитие личности. И по бокам и снизу мы уже видим. То есть социальные факторы развития – это среда обитания, политические и географические. Справа – это биологические факторы, генетика, наследственность, задатки, способности. И снизу – это воспитание или педагогические факторы. То есть образование, воспитание, обучение, самовоспитание. И данные стрелочки, которые здесь предусмотрены в схеме, они свидетельствуют о чем, Александр Ильич? То, что все эти факторы важны. Без какого-то фактора не будет развития личности как такового. То есть они важны в совокупности да, и во взаимодействии, да? Да. То есть два очень важных понятия: совокупность факторов и взаимодействие данных факторов, Да. которые работают на развитие личности, да, на его формирование. Нам, педагогам, не очень нравится слово «формирование», да, нам кажется, что это слово, оно из прошлого века, и поэтому мы его так усердно заменяем словом «развитие личности», хотя в слове «формирование» ничего, вроде бы, казалось бы, такого предосудительного нет. Вот, да. Хочу обратить ваше внимание на то, что собой представляет сам процесс, да? Это психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. У меня на слайде здесь также представлена схема данного процесса и дается определение данного понятия. Ну, коль скоро мы с вами уже начали работать с понятиями, да, формируя свое представление о данном понятии и определяя ключевые мысли, которые содержатся в формулировке данного понятия, то давайте это понятие точно так же отработаем. Да? С вами кто-нибудь? Виктория Алексеевна. Ага. Давайте мы послушаем Викторию Алексеевну, пожалуйста. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса – это целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические условия для дальнейшего успешного обучения и психологического развития каждого ребенка в школьной среде. Итак, работая с понятием, мы для себя выделяем. Да. Что мы выделяем? Зачем, да? Вы же да, ну давайте по этой схеме пойдем, поскольку эта схема у нас сейчас сегодня присутствует, да? Зачем, кто, да. что, как.
Создание социально-психологического и педагогического условия. То есть зачем мы сопровождаем, создаем Да. условия. Да. Кто, да? Дальше там. Да, кто сопровождает ребенка? Учитель. Вот на схемку посмотрите. Да. Мгм. Педагог. Ну, педагог, родители, внешние связи. Вот. Что дальше, да? Мгм. Направлена эта деятельность на ребенка, на Да, обучающегося, на да? ребенка. И что мы формируем в процессе данного сопровождения Успешное обучение и психологическое развитие каждого в ребенка? школьной среде, да. То есть не ученика абстрактного, да, а конкретного ученика. Да. То есть данное определение очень четко отражает наше представление о том, зачем мы это делаем, как мы должны это делать, мы, прежде всего, педагоги, да, и что в итоге мы должны получить. Да? То есть вот проецируя свою деятельность от замысла, помните, как проектная деятельность вчера говорили, да, от замысла к результату, мы с вами, проработав с данным понятием, для себя создаем некую схему деятельности в процессе подготовки к каждому уроку. И, кстати, не только к уроку, но и в процессе беседы с нашими обучающимися, и во время перерывов, перемен, и в процессе выполнения домашних заданий, проверки домашних заданий, которые наши ребята задают в письменной форме, да, потому что мы проводим не только устный вопрос, письменный вопрос, да, мы проводим проверку знаний учащихся, их способности к действию через систему различных форм. Это различные диалоги, диспуты, ну и так далее. Хочу обратить ваше внимание на то, что сопровождение психолого-педагогического образовательного процесса имеет четко поставленную цель и задачи. И здесь мы с вами можем увидеть, что то, о чем как раз Виктория Алексеевна говорила, в цели четко прослеживается. Это создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. То есть в предыдущем слайде здесь у нас было в определении и эту цель из данного слайда Виктория Алексеевна нам как раз выявила. Хочу обратить внимание на задачи. Это обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности. Это сопровождение и систематическое, вот хочу акцентировать ваше внимание на слове систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамика его психологического развития в процессе обучения, формирование у учащихся способностей к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. Очень здорово на этом работают как раз те высказывания, которые наши обучающие делают по прочитанному тексту. Потому что именно там мы с вами можем наблюдать результативность того, насколько ребенок понимает, кто он, что собой представляют ценности, которыми он оперирует, да? Действительно они приняты ими, данными детьми, эти ценности за основу их жизни, или он просто формулирует определенные термины для того, чтобы получить хорошую отметку. То есть четко определяет свое место в окружающем мире, ближайшее место. То есть не просто он ученик класса, да, а он часть человеческого общества, определенного социума. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям. И, безусловно, вопрос о повышении, укреплении, а перед этим, безусловно, формировании компетентного подхода в вопросах обучения, воспитания и развития не только обучающихся педагогов, но и всех участников образовательного процесса, включая родителей обучающихся. Твердые правила, которые должны работать на психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, представлены мною здесь на слайде. Но очень быстро я их просто назову. Это принцип научности, принцип вариативности и гибкости в построении, например, образовательных маршрутов или в отношении воздействия определенных обстоятельств на личностное развитие обучающихся. Это опоры на обученность и обучаемость ребенка. Очень часто бывает так, что педагоги путают понятия успеваемость, качество и обученность. Да? То есть вот данное понятие, безусловно, мы должны уметь разводить и понимать, что собой представляет обученность и обучаемость. Учета и соблюдения личных образовательных, профессиональных интересов и планов учащихся. Безусловно, это связано с, еще раз повторю, с построением индивидуальных маршрутов.
практической деятельности и ориентации учащегося уже, скажем, 5-6 класса на предстоящую его профессиональную деятельность. По крайней мере, мотивация на то, что ему интересно будет делать в будущем. Исходя из, например, прочитанных текстов, которые мы используем на уроках, мы используем не только притчи, религиозные какие-то тексты, которые анализируем с точки зрения социальной их значимости и социальной значимости поведения участников данной притчи, но мы используем и определенные характеристики современных людей, ну, пусть 21 века или 20 века, например, биографию, скажем, Гагарина, используем, да, или какие-то определенные характеристики иных представителей человеческого сообщества для того, чтобы дети могли примерить на себя их не только поведенческие особенности, но и примерить на себя их стремления, желания, их проявления в гражданском обществе, а также в различных видах профессий. Принцип системности, комплексности, превентивности, открытости и технологичности тоже являются основополагающими твердыми правилами психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Не буду здесь подробно останавливаться на этих принципах, поскольку презентацию всегда можно скачать и еще раз на эти принципы обратить внимание, с ними ознакомиться. Давайте поговорим о модели психолого-педагогического сопровождения. На данном слайде я представляю эту модель в виде схемы и хочу обратить ваше внимание, что это прежде всего процесс целостной деятельности, участия всех субъектов образовательного процесса, когда сопровождение ребенка должно прежде всего опираться на принцип развития личности ребенка, коррекции, если это необходимо, и восстановления утраченного. Мы уже говорили об участниках психолого-педагогического сопровождения, направленного на ребенка. Да, в центре у нас здесь ребенок, ну и можно озвучить. Да, Надежда Олеговна, озвучь нам эту схему, пожалуйста. Так, в центре ребенок, у нас взаимодействует на него родители. Взаимодействуют друг с другом, воздействуя на ребенка. Да. Родители, получается, учитель-предметник, классный руководитель, психолог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе и директор. Получается, зеленые стрелочки у нас тут родители, учитель, классный руководитель, психолог. Тут цветовая гамма не столь важна, сколько важны вот эти стрелки. Да? Да. На стрелки будьте любезны обратить внимание, о чем они свидетельствуют. Все друг с другом взаимодействуют. Совершенно верно. То есть в процессе сопровождения ребенка, да, психолого-педагогического сопровождения, мы должны четко предусматривать взаимодействие учителей, предметников друг с другом, предметника ОДНКНР с классным руководителем, с родителем, ну и так далее. Да? То есть перед нами идет взаимодействие всех субъектов данного процесса, направленного на образование, воспитание, социализацию личности, да? Сквозь призму культурологического подхода, поскольку этому принципу должен отвечать тот предмет, к которому мы с вами имеем отношение. Давайте обратим внимание на основные взаимосвязанные компоненты, о которых только что нам с вами говорила Надежда Олеговна. Да, в этой схеме они еще раз просматриваются. Это систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, его динамики, психического развития в процессе школьного обучения и, в частности, на уроках по предмету основы духовно-нравственной культуры. Это создание социально-психологических условий для развития личности, то есть тех условий, которые мы должны с вами создавать на уроках ОДНКНР. А это условие мы создаем какими тремя основными способами. Давайте сразу эти 3 способа обозначим. Вот мы с вами преподаем предмет основы духовно-нравственной культуры. И на уроках по данному предмету мы должны создавать социально-психологические условия для полноценного развития личности каждого учащегося. Какие 3 важных условия вы бы назвали, которые вы, безусловно, делаете изо дня в день на каждом уроке и на уроках ОДНКНР в том числе? В первую очередь это обстановка, да? То есть обстановка на уроке, доброжелательная обстановка на уроке. Да? А доброжелательная обстановка на уроке, она связана с чем? С тем, с каким настроением пришел учитель в школу, да, обычно говорят некоторые учителя. Хотя это тоже имеет большое значение, да? Второе очень важное условие, какое здесь мы должны предусмотреть. С каким настроением ребенок пришел?
Безусловно, да, совершенно верно. То есть нельзя думать только о своем настроении, забыв о том, что ребенок, да, то есть каким образом, и очень часто, когда преподаватель позволяет себе такую вещь говорить о том, что свое настроение держи дома, да, воспитывать, я тебя не должен родитель, это совершенно недопустимые вещи, да, это опасные вещи, которые говорят не только о профессиональных дефицитах, сколько даже, мне кажется, говорят о человеческом дефиците и профессиональном кризисе, да. То есть вопрос психологического климата – это достаточно просто улыбки, да, доброго отношения к ребенку. Итак, это общее настроение в классе, да, каждого отдельного ребенка, включая самого учителя. Это одно из важных условий. Второе условие – это, безусловно, содержание, да, то есть содержание того урока, к которому мы с вами готовились и на который пришел ребенок. А содержание данного урока должно быть на что направлено, прежде всего. На слайде даже подсказка есть. Возрастосообразно. Чуть-чуть погромче, будьте любезны. Возрастосообразно должно быть. То есть отобранное. То есть отобранное содержание в соответствии с возрастными, психологическими особенностями ребенка, безусловно, да? Четко предусмотрены необходимые ОУД, да, мы с вами знаем, познавательные какие-то вещи, мы с вами помним ОУД, регулятивные, коммуникативные ОУД, да, четко должны отвечать предметному содержанию. Мы, к сожалению, с вами не имеем возможности работать с учебником на уроках, но прекрасно понимаем, что вывести на экран какой-либо текст с данного учебника, а учебник есть у нас в электронном виде, мы можем. Можем, естественно, распечатать данный текст для удобства работы с ребенку с данным материалом. То есть содержание важно. Ну и третье важное условие. Как преподнести это содержание. Да? То есть для того, чтобы мы с вами четко понимали, что созданы социально-психологические условия, это атмосфера, настроение, содержание урока и сам процесс урочный. Да? То есть какими приемами мы насытили данный урок для того, чтобы данное содержание у нас с вами заиграло, заработало. Можно назвать еще огромную палитру необходимых условий, но вот этих базовых нам вполне на сегодняшний день для озвучивания будет достаточно. Здесь на данной схеме мы с вами наблюдаем очень важную составляющую, помимо педагога, родителя, других участников образовательного процесса, других детей и самого ребенка, еще и психолог. Да? Во многих школах мы с вами знаем, что существуют уже целые центры психологические, где-то по 2, по 3 психолога, да? Возможно, у кого-то пока еще один психолог. Почему? Количество психологов увеличивается, на этот вопрос мы очень быстро дадим ответ, в силу того, что по обновленному ГОС здесь очень важно иметь не только психолога как такового, да? Но важно иметь специалиста, который будет обладать возможностью, временной, экологической возможностью, да, принимать участие в этом очень серьезном процессе и взаимодействовать с другими участниками, субъектами образовательной деятельности. Хочу обратить ваше внимание на конкретные виды работы психолога педагогического сопровождения. Мы не будем каждый вид характеризовать, я хочу просто обратить внимание на их перечень и их название. Ну вот, например, первый вид – это профилактическая работа, которая связана прежде всего с предупреждением различных явлений дезадаптации учащихся и разработкой конкретных рекомендаций, которые дают представители психологической службы, педработников, в том числе, естественно, нам с вами. Зачем? Для того, чтобы данная помощь была действенной, нам необходимо своевременно ее получить, а для того, чтобы нам ее своевременно получить, нам необходимо своевременно сигнализировать, что нам эта помощь необходима. Только посредством такого тесного взаимодействия возможно получить положительный результат. Ну и кроме того, нельзя забывать о важном третьем участнике данного процесса – это о родителях данного учащегося. То есть обращаться не только потому, что ребенок плохо себя повел на уроке или не выполнил какое-либо домашнее задание, но обращаться прежде всего с вопросами той или иной успешности или стадии успешности. Особенно это связано с нашим предметом «Основы духовно-нравственной культуры», когда наши с вами ребята на каждом уроке обучаются принципам самостоятельной деятельности через проектную исследовательскую деятельность. И в данных вопросах, что особенно важно, большую помощь нам могут оказать именно родители, поскольку, общаясь даже за завтраком, ребенок со своим родителем о том, какие он собирается выполнять этапы по своему проекту или какие он
выполнил домашнее задание, связанное с сообщением по какой-либо личности, да, и что он думает об этой личности, проговаривая данную информацию, то есть в короткий промежуток времени с утра, дает очень ценный результат того, что общается семья не только по поводу того, что ты одел, что ты позавтракал, да, но и по поводу духовного багажа. Да, вот она, духовная пища. А мы с вами как раз являемся теми самыми генераторами вот этой самой духовной пищи, которую могут получить внутри семьи родитель и ребенок в процессе вот такого незамысловатого общения, которое связано с выполнением каких-либо заданий, которые были у нас на уроке или же были в качестве домашнего задания. Хочу обратить также внимание на второй вид психолого-педагогического сопровождения. Это диагностическое сопровождение, которое связано прежде всего с такими основными направлениями, как индивидуальное сопровождение и групповое сопровождение. Ну, безусловно, мы с вами в процессе анализа деятельности, учебной деятельности наших обучающихся как в целом класс оцениваем, так и отдельно взятых детей в данном классе оцениваем, а также обращаем внимание на различные группы. Да? Мы часто говорим группа успеха, группа риска, да? Еще какие-то группы себе называем, то есть у нас есть своя определенная терминология, которой мы с вами пользуемся, и данная терминология, она нам необходима для того, чтобы четко классифицировать, определять, как действовать. То есть не только для того, чтобы назвать, да, определенную группу учащихся, находящихся в процессе обучения нашему предмету, и анализировать их деятельность, но и понимать, какие я как преподаватель могу применить инструменты для того, чтобы данная деятельность была наиболее успешной. И кто в данной ситуации может быть для меня ближайшим помощником. Ну, помимо меня самого преподавателя, да, и других различных источников пополнения информации и своего багажа, прежде всего имея социальные агенты. Ну, в частности, мы говорим о психологе, да, о других преподавателях, мы говорим об родителях и так далее. Хочу обратить ваше внимание, как раз я об этом заговорила, о консультативном виде работы, что, безусловно, очень важно. Это прежде всего, возможно, индивидуальное, ну и также, как я уже выше сказала, групповое консультирование. Еще два вида работы здесь на данном слайде у меня представлены. Это развивающий вид работы, формирование потребностей в новом знании, а также возможности приобретения и реализации деятельности и общения. И такой вид работы в процессе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, как коррекционный вид работы. Это прежде всего организация работы с теми учащимися, которые имеют какие-то проблемы в обучении, ну, в частности, поведенческие проблемы в обучении. Я об этом вчера упоминал в процессе своего диалога с вами Евгений Викторович относительно того, что существует определенная система воспитания, которую дети проходят за пределами образовательных учреждений, то есть организаций, за пределами семьи. Попросту эта среда называется среда во дворе. Да? Хотя наши современные дети, они так часто бывают во дворах, да, в отличие от детей прошлого века. Но у нас эта среда несколько иная, это среда информационная. То есть о чем мы с вами вчера упоминали, да, то есть через систему информационной среды идет воспитание подспудно тем ценностям, которые нам с вами не уследить. А как понять, что здесь необходима коррекция? Только через систему обсуждения каких-либо событий, текстов, явлений. И очень важно, чтобы на уроке основы духовно-нравственной культуры ребята как можно меньше писали, меньше рисовали, больше говорили. Потому что это не является уроком изобразительного искусства, это не является уроком чистописания, а это является уроком нравственного, культурологического развития. А следовательно, необходимо именно разговаривать. Не просто вести некий монолог, а чтобы был диалог между детьми, чтобы были возможности детям между собой не только обменяться мнениями, но понять и обрадоваться тому, что данное мнение, которое он высказывает, является не одиноким, присущим только ему, что у него есть союзники в данном мнении, что данное мнение разделяют его одноклассники. И это мнение он будет воспринимать как мнение не только правильное, да, поскольку данное мнение может в процессе учебной деятельности словесно, неотметочно
оценить и педагог, да, высказав свою собственную позицию по определенным нравственным, моральным, этическим проблемам тех текстов, которые мы рассматриваем на уроках. Хочу обратить ваше внимание еще на один вид. Это просветительско-образовательный вид. Прежде всего, создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения учащихся на каждом возрастном этапе. То есть начиная с начальной школы и до окончания образовательной организации. И когда мы с вами говорим о возрасте 5-6 класса, почему я именно акцентирую на данный возраст, это младший подростковый возраст, именно там мы с вами ведем наш с вами предмет, это основа духовно-нравственной культуры народов России. На данном слайде я предлагаю вам направление психолого-педагогического сопровождения. Они сегодня уже звучали в основных твердых принципах, правилах, направлениях, поэтому я прочитывать их сейчас подробно не буду. Единственное, на что обращу ваше внимание, то, что не прозвучало. Это, безусловно, в процессе обучения ребята должны делать осознанный выбор того или иного, той или иной модели поведения, а также умение доказывать собственное мнение. Ну и, безусловно, в этой связи очень важно проявление ребенка не только в процессе урока, но и проявление ребенка за пределами урочной деятельности. Это участие в различного рода органах самоуправления, это его отношения с родителями, которые должны строиться прежде всего на основе этической, нравственной, на основе выслушать, а не сказать, да? Понять, а не доказать. В этой связи хочу обратить ваше внимание на очень важную составляющую – это индивидуальность ребенка. И вашему вниманию предлагаю коротенькое высказывание известного доктора психологических наук, академика Российской академии образования. Кстати, председателем Российской академии образования, как вы помните, является наш бывший министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева. Да? И почему я сейчас это вспомнила, она является не только историком, но и большим подвижником в продвижении как раз вот этого нашего с вами предмета, основ духовно-нравственной культуры. Ольга Юрьевна Васильева. Итак, Александр Григорьевич Осмолов, обращая внимание на социализацию, воспитание и развитие личности учащейся, сказал следующее. Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают. Ну, коллеги обществоведы данную фразу используют на предметах обществознания, на предмете обществознания, поэтому данная фраза им знакома, и наши дети, которые обучаются обществознанию, начиная с 6 класса, а там уже как раз идут по обществознанию данные темы, связанные с развитием человека, то есть вопрос личностного развития, социализации, воспитания, образования, эта фраза им тоже понятна. Итак, наличие вот этого багажа, знания его багажа учащихся 6 класса поможет им и, соответственно, в предмете основы духовно-нравственной культуры. Вот если откомментировать данную схемку, я попрошу Александра Андреевича, вот схемку, которая здесь представлена, как обществоведа откомментировать. Вы преподаете обществознание, да? Да. Угу. Ну, отталкивайтесь, пожалуйста, от фразы, сказанной Осмоловым. Можно еще раз ее почитать. Угу. То есть индивидом рождается, личность становится, индивидуальность отстаивает. То есть человек, когда рождается, он всегда является индивидом, все мы индивиды изначально. Чтобы стать личностью, нам нужно пройти этот этап социализации, приобрести какие-то необходимые навыки, какие-то свои социальные роли, чтобы закрепиться в обществе. Ну а индивидуальность, мы ее отстаиваем, то есть чем мы выделяемся из этого общества, своими какими-то особенными характеристиками. Физиологическими и социальными, да, характеристиками. Да. Вы в процессе своего высказывания обратили наше внимание, какие это социальные нормы, какие-то социально значимые качества. Давайте перечислим эти социально значимые качества. Вот нас с вами здесь где-то чуть больше 20 человек. Можем мы эти социально значимые качества перечислить, не повторяясь? Давайте попробуем. Начнем с Надежды Олеговны. Итак, социально значимые качества человека, которые формируются. Можно идти от себя. Честность.
Семья. Социально значимое качество человека. Качество человека, да. Не то, о чем вы говорили вчера, о традиционных ценностях, да, мы говорим о социально значимых качествах человека. Да? Ну, давайте начнем с меня. Да? Социально значимое качество человека, которое мы должны формировать прежде всего, и мне это качество импонирует в каждом человеке, в каждом субъекте деятельности, прежде всего ответственность. Вот такое социально значимое качество. Двигаемся дальше. Спасибо. Трудолюбие, мы уже сказали, у меня тоже. А мы идем по кругу. Да. Вам подарили это слово дальше. Ваше слово. Коммуникативность. Двигаемся дальше. В направлении мы назвали уже 4 социально значимых качества. У нас сейчас будет 5-е. Умение сострадать. 6-е социально значимое качество. Сострадание сказали. Сострадание. Целеустремленность, да, вот вы согласны с Викторией Алексеевной? Хотелось бы не повторяться. Продолжайте, пожалуйста. Милосердие. Милосердие, доброта. Вот обратите внимание, вот эти социально значимые качества, которые только что назвали нам сострадание, да? То есть вот мы, когда разбираем с детьми, мы обращаем внимание не столько на понятия, на основе духовно-нравственной культуры, сколько на то, как они это слово понимают, да? И просим детей нараспев слово произнести, да? Например, сострадание, протяни нараспев, милосердие. Я почему остановилась? Потому что обожаю эти слова, да? Сострадание, милосердие. Если дети нараспев произносят данные слова, то они понимают эти слова сходу, да? То есть сострадание, участие в чем? Соучастие, да? То есть соучастие в той ситуации, в которой находится человек. Милосердие, милый сердцу, да? Когда-то, вот историки меня поймут, хочу обратить ваше внимание на то, что на Руси парень девушке объяснялся в любви, он говорил ей не слово, как сейчас говорят, я тебя люблю, да? А говорил милое сердцу моему, да? То есть вот милосердие. Хорошие слова, они как раз в купе были названы. Будьте любезны, продолжите, пожалуйста. Так, следующее у нас, да? Слово «доброта», мы остановились на доброте. Продолжаем список качеств, которые должны быть сформированы у ребенка. Уважение. Да, уважение хорошее не было, еще не было. Справедливость. 10-е слово у нас справедливость, 11-е. Человеколюбие. Да, человеколюбие. Видеть в окружении красоту. Я бы назвала креативность. Я не расслышала, погромче. Я говорю, назвала бы креативность. Креативность, да? В нашей жизни, потому что Креативность, да? То есть необычный подход, да, к тому, что есть, да? То есть человек, который может бросать идеи, прежде всего, да, и этими идеями зажечь, да? Вот литераторы меня поймут, когда мы говорим о Данко, да, помните известное произведение Горького. Продолжайте, пожалуйста. продолжая милосердие, сострадание, взаимопонимание. Вот слово «взаимопонимание» тоже очень красивое слово, и мы тоже просим детей его нараспев произнести. И дети объясняют вам это слово. Кстати, как они его объясняют? Взаимопонимание, если произносят его нараспев. Но мы взаимно друг друга слышим. То есть мы берем основу «понимаем», да? Я понимаю, ты меня понимаешь, у нас с тобой взаимодействие, да? То есть настоящая симфония, да? Того, что наши мысли не просто озвучены, но наши мысли услышаны, да? Вот сейчас в современном мире часто бывает так, когда человек высказывает какую-то мысль, то его собеседник говорит: я тебя услышал. А понял? Да, вот вопрос. Недостаточно услышать. Важно еще и понять услышанное. То есть принять. Для того, чтобы понять, надо принять. Давайте продолжим. Трудолюбие. Да, то есть такое качество очень важное, да, трудолюбие. Тоже очень хорошее слово трудолюбие. И зачастую наши дети это слово не любят. Извините вот за такой вот каламбур, да, не любят слово трудолюбие. То есть они считают, что заниматься трудом это что-то такое не очень интересное. Надо заниматься творчеством. Хотя творчество – это самый тяжелый труд, прежде всего. Да? То есть творческий человек – это тот человек, который не просто сгенерировал какую-то идею, а еще и стремится данную идею воплотить в жизнь. А это стоит огромнейшего труда. И поэтому на наших уроках мы должны именно
доказывать нашим детям, давать возможность понять им, да, что труд – это великая вещь, и он бывает разным. Да? То есть у нас почему-то у наших детей понятие труда – это нечто тяжелое, физическое и унизительное. Почему-то они считают, что это унизительно. Давайте продолжим. Послушание. Хорошее слово. Послушание. Да? Тут тоже можно нараспев его произнести, и наши дети его как объясняют послушание? Слушай маму и папу. То есть они буквально воспринимают данное слово, а у этого слова очень тайный, глубокий смысл. Да? То есть это прежде всего связано с ответственностью. Да? То есть, например, послушание, с какими другими словами у вас возник ассоциативный ряд? Да? То есть с умением Послушание используется часто в религии, послушание Богу. Да, совершенно верно. То есть, но это слово имеет соотношение, да, когда мы говорим о религиозных текстах, там как раз могут звучать данные понятия. Давайте закончим наш списочек, да? Мы на чем остановились? На послушании, да? Еще какие там слова можем произнести, связанные с качествами человека, которые мы формируем. Верность слову, верность делу. Верность слову, делу, идее, верность семье, да? Дружелюбие. Да, дружелюбие, да? Отзывчивость. Хорошее слово отзывчивость, да? Тоже нараспев, если произносим, то понимаем суть данного слова. Отзывчивость. Порядочность. Слово порядочность. Наши дети его практически не произносят. Целеустремленность. Целеустремленность любят произносить, да? Это слово любят произносить, целеустремленность, называют. Угу. Сочувствие. Да, сочувствие, да? То есть соучаствовать, да? И еще пару слов назовем. Любовь к ближнему, наверное. Да, Все, любовь к и там ближнему. сострадание, Неравнодушие, кстати, наши дети, вот это слово тоже не всегда произносят. Вот если из этого огромного, и закончим каким-нибудь еще словом, да? Сопричастность, да? Если мы с вами говорим об этих словах, вот из этого огромного списка, который мы сейчас с вами назвали, наши с вами дети, если хотя бы 5 основных слов воспримут не просто как слова-термины, а как качества, которые у них есть, они в себе их наблюдают эти качества своих одноклассников, то понятно, что общее наше дело, которое в своей совокупности является делом школьного образования, родительского воспитания, а также оказания влияния со стороны других элементов гражданского общества на формирование, подчеркну слово, формирование личности ребенка, данное дело идет в правильном направлении. Потому что не просто знать эти слова, а не просто понимать, что они означают, а прежде всего отображать себя как систему, в которой данные качества формируются, сформированы, развиваются дальше. Поэтому, когда мы говорим о высказывании «индивидом рождаются», личностью становится, индивидуальность отстаивают. Наши ребята, к сожалению, с большим затруднением понимают, что значит отстаивать индивидуальность. Это прежде всего креативность, да? То есть непохожесть в предъявлении каких-то своих идей в деятельности, в результатах достигнутых в процессе реализации поставленных целей, ну и так далее. Хочу обратить ваше внимание еще раз на понятие воспитания, социализации. Ну и здесь представлены вот эти два понятия. Социализация, цель социализации, воспитание и цель воспитания. Соотнесем данные понятия, выясним, чем они между собой взаимосвязаны. Поработаем, да? Попрошу Александра Андреевича, удачно в центре сидите, и поэтому вам очень удобно выступать, а нам удобно на вас смотреть. Итак, вначале ознакомьте, пожалуйста, а потом соотнесите данные понятия, как они взаимосвязаны. Воспитание – это целенаправленный процесс формирования духовно-нравственной и ответственной личности с целью подготовки ее к активному участию в общественной жизни. Социализация – это процесс, в результате которого индивид становится членом общества, устанавливает его нормы, ценности, роли и поведенческие стандарты. Цели воспитания – это формирование личности с целью подготовки ее к участию в общественной культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями, личностное развитие учащихся. Цель социализации – включение индивида в общество и формирование его социальной идентичности. То есть, что мы можем выделить общего у всех этих понятий? То, что
практически во всех встречаются слова духовно-нравственная личность, то есть слово личность, культурная, социум, то есть социальная идентичность, ценности, нормы также. Ну и что? Формирование и процесс. То есть вот что объединяет все эти определения. Так вот, тут два определения: воспитание, социализация и две цели, да? Ну да. Цель воспитания и цель социализации. Давайте соотнесем цели. Мы сейчас с терминами поработали, мы, кстати, выше об этом тоже говорили. Если соотнести цели. То есть цель воспитания. Суть ее в том, чтобы подготовить человека к будущему участию в общественной жизни. Цель социализации примерно такая же, то есть включить индивида в общество. Дальше. Ну, таким образом, вы все и сказали, да? Ну, Чтобы да. включить индивида в общество, необходимо его Воспитать и социализировать. совершенно верно подготовить. То есть перед нами два взаимовлияющих друг на друга процесса и цели, которые между собой взаимосвязаны. Совершенно точно. Большое вам спасибо. Хочу обратить ваше внимание на развитие личности. Перед нами понятие развития личности. Каждый ребенок, начиная буквально с самого детского возраста, как только узнает что-то слово «личность», он тут же заявляет, что он личность. Но вместе с тем, к сожалению, не может понять, а что собой представляет человек, который себя может назвать личностью, да? Какими качествами он обладает. И когда мы читаем тексты на уроках по ДНК-НР, обращаем внимание на личностные качества каких-либо исторических героев, да, или же каких-нибудь исторических деятелей, или мы читаем басни, или притчи, или сказки, которые берем за основу как тексты для анализа на своих уроках, мы, безусловно, должны обращать внимание на то, какими качествами обладает данный человек, социально значимыми качествами, которые будут полезны ему для жизни в обществе, и он будет полезен самому данному обществу. Ну и вот здесь, в этой связи, большое значение приобретает такое понятие, как развитие личности. Итак, развитие личности – это процесс закономерного изменения личности как системного качества индивида в результате его социализации. То есть мы здесь обратили внимание на то, что процесс социализации связан с развитием личности. Обладая природными анатомофизиологическими предпосылками к становлению личности в процессе социализации, ребенок вступает во взаимодействие с окружающим миром, овладевая достижениями человечества. Таким образом, для того, чтобы заявить о том, что я являюсь личностью, мы должны четко понимать, а какие качества личности у нас есть. Мы сейчас с вами по очереди перечислили более 2 десятков различных качеств. Все эти качества свидетельствуют о том, что человек является личностью, в силу того, что он проявляет эти качества во взаимодействии с обществом, принося пользу обществу, да? То есть пользу самому себе, своей семье, ближайшему своему окружению, соседу по парте, одноклассникам и так далее. И хочу обратить ваше внимание на стратегию развития воспитания, о которой вчера упоминал Евгений Викторович. Данная стратегия принята на период до 2025 года. Что является целью стратегии? Это определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирование общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. Это я процитировала из документа «Стратегия развития воспитания». То есть, по сути, здесь четко обозначены стратегии, цели, задачи и приоритетные основы данного документа. Я пропущу здесь, хочу обратить внимание, что вот предыдущие слайды, задачи, приоритеты, я здесь их напечатала для того, чтобы потом ознакомились, а здесь у меня как бы общий вывод представлен, что приоритетные задачи воспитания являются прежде всего развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. Это взято мной из стратегии развития воспитания в Российской Федерации, которая принята у нас до
2025 года. Ну и в этой связи хочу обратить ваше внимание на высказывание нашего министра просвещения России Сергея Сергеевича Кравцова, который в своем выступлении этим летом сказал следующее. В основе суверенной системы образования и воспитания лежат и будут лежать традиционные национальные ценности, которые мы и впредь будем хранить и передавать из поколения в поколение. Для нас сегодня важно оградить всех наших детей от тех псевдоценностей, которые насаждаются Западом. Мы никогда не допустим, чтобы ценности, разрушающие человека, были в нашей системе образования. Это, по сути, для нас руководство к действию. Да? Это не просто призыв, не просто правильные, хорошие слова. Это то, что мы с вами должны иметь в виду при работе с обучающимся по проведению предметов, в частности, основы духовно-нравственной культуры народов России. И в этой связи хочу обратить ваше внимание, что психолого-педагогическое сопровождение учащихся в условиях обновления в ВУЗ представляет собой структурированный, последовательный вид деятельности, который является неотъемлемой частью системной работы образовательной организации по развитию функциональной грамотности, по формированию компетентностно ориентированной, коммуникативной и социально адаптированной личности. Здесь я хочу обратить ваше внимание, возможно, это не новое для вас, это структура обновленных ГОС. Почему не новая? Наверняка знакомились с ГОС обновленным. Здесь система 3Т. Это первое требование к структуре образовательных программ, то есть они должны быть едиными, да, структурно. Второе – это требование к условиям реализации основных образовательных программ, должны быть определены единые условия. И третье – это требование к результатам освоения основных образовательных программ. То есть тоже единое, то есть единство структуры, условий и результатов, которое прописано в обновленных ГОС. И здесь хочу обратить ваше внимание, здесь прописаны мною основные метапредметные результаты, детализированные, в частности, требования. Это овладение универсальными учебно-познавательными действиями, овладение универсальными учебными коммуникативными действиями и овладение универсальными учебными регулятивными действиями. Также обращу ваше внимание, по сути, в той таблице, которую я вчера вам представляла по оцениванию результатов проектной деятельности, это, безусловно, присутствует. Это познавательные, коммуникативные и регулятивные действия. То есть для оценки результатов деятельности обучающегося. Порядка 30, я здесь их насчитала, метапредметных результатов. Хочу обратить ваше внимание, что воспитательный потенциал урока, он должен строиться прежде всего на использовании воспитательных возможностей организации урока. И здесь большое значение мы должны придавать к тому, чтобы у ребенка был проявлен истинный отдельный интерес к тому, что происходит на уроке, то есть к самому процессу познания. То есть те способы, которые мы с вами используем, это способы не только великое живое слово учителя, но прежде всего и ответное слово учащихся, которые между собой беседуют с использованием тех текстов, которые мы предлагаем им для анализа. Здесь очень важно воспитание сознательной дисциплины. То есть прежде всего мы должны предусмотреть, что каждый учащийся должен четко понимать, какие виды деятельности он выполняет в какой момент и почему он это выполняет. То есть не потому, что требует учитель, и строгий взгляд учителя требует от того, чтобы ребенок не отвлекался, а почему это принесет ему пользу, то есть зачем ему это надо. Не просто развлекать, да? Обучение – это не процесс развлечения, а процесс интереса. Интереса, направленного на то, чтобы ребенок, обучаясь, развивался прежде всего как личность. Формирование умений и навыков, о которых мы с вами уже упоминали, также воспитание общей культуры, развитие оценочных умений, умение оценить себя не только по принципу «я понял, я не понял», «мне нравится, не нравится», а оценивать определенно критериально. И эти критериальные оценки мы используем на всех предметах, ну, в частности, на предмете например. И воспитание гуманности. Хочу обратить ваше внимание на использование воспитательных возможностей, которые обусловлены спецификой нашего предмета. Прежде всего, определяя тему занятия, воспитательные задачи, которые мы с вами на данном занятии проводим, ну, по разным направлениям, прежде всего, о которых мы с вами выше уже говорили.
И третье – это воспитательные возможности содержания образования на уроке. То есть также они зависят от тех целей и задач, которые мы ставим, методов и средств, которые мы прежде всего преследуем. Здесь на данном слайде я предлагаю вам примеры конкретизации универсальных учебно-когнитивных действий. Это прежде всего самоорганизация, это самостоятельно составлять алгоритмы решения задачи, выбирать способы решения учебной и жизненной задачи, умение аргументировать, предлагать разные варианты решения, составлять план действий, делать выбор, брать ответственность, да, очень хорошее слово, которое мы сегодня с вами упоминали, за принятое решение. Второй пример – это самоконтроль, умение владеть способами самоконтроля, рефлексии и давать оценку ситуации. Эмоциональный интеллект, наш предмет как раз на это особенно направлен, да, эмоциональный интеллект, выявлять и анализировать причины данных эмоций, то есть почему возникла такая эмоция, да? То есть не просто какое у вас отношение, а почему именно эта эмоция. Ставить или пытаться ставить себя на место другого человека, о котором, вот, например, с вами говорим, если я упомянула сегодня, предположим, Елизавету Петровну Глинку, да, известного доктора Лизу, то попытаться ставить себя на место вот тех действий, которые были совершены данным человеком. Мотивы понимать деятельности, да, почему успешный человек, казалось бы, доктор медицинских наук, могла бы заниматься просто врачеванием и наукой, помимо всего прочего, занималась и широкой благотворительностью, включая даже поездки в Сирию для оказания помощи людям, которые находились тогда в состоянии войны, да, о котором мы, безусловно, знаем. Четвертое – применять себя и других. Это осознанно относиться к другому человеку, к другому мнению, признавать право на ошибку. То есть каждый имеет право на ошибку. Принимать себя, ну и, соответственно, окружающих. Вот такая конкретизация универсальных учебных регулятивных действий. Хочу обратить ваше внимание, что важным показателем качества знаний является функциональная грамотность учащихся. Поэтому представляю вам здесь базовое образование личности учащихся. Это готовность успешно взаимодействовать с окружающими, возможность решать нестандартные учебные жизненные задачи. То есть как бы ты поступил в данной ситуации, предположим, да? А если другие способы решения данного вопроса, который, например, был у того или иного деятеля в том или ином рассказе, который мы разбираем. Способность строить социальные отношения. Ну и, естественно, совокупность рефлексивных умений. Основная задача современного образования – это прежде всего сохранение культуры и аксиологическая преемственность. Когда мы говорим про аксиологию, мы говорим о системе ценностей, да? Преемственность поколений. А это возможно только в общей совокупности взаимодействия всех участников образовательного процесса, о котором мы с вами говорим. Итак, огромное спасибо за внимание. Мы с вами сделаем перерывчик, да? Я понимаю, что я вас сильно утомила. Нет, такой материал, это час 20, и это надо... Сколько минут мы отдыхаем? Кто у нас командует? Сколько минут отдыхаем? 15? 20. В прошлый раз мы 20, да? Давайте 20, да? У вас, девушка, у вас это есть, да? У меня распечатано. А вам распечатали сегодня? Вот так можно ими использовать, потому что сегодня там принесли еще. Сейчас у нас здесь 20, 30, 40.
Скажите, пожалуйста, можно вашу вчерашнюю презентацию, сегодняшнюю? А да, мы все скинули вот сюда на рабочий стол с Александром, поэтому здесь все можно получить. Здесь целая папка, я там и скинула эти письма Лихачева, и учебники, все скинула. А где они тут? 13 часов. 5 минут 20 не побежать. Успеете, да? А сейчас покажу. Тут можно, да? Гнездо, да? Еще. Спускается, да? Так, это вот это ваше, да? Это вы, да? Где? Нет, это не я. Это не вы, да? Значит, это тоже закрываем. Вот. Это хочу найти компьютер. Видите, да? Вон компьютер. Вот ниже я пролистала, да? Да. Вот выше. А вот нет, там Нет, нет, вот калькулятор. Нет, здесь нету. Это нет у нас. Вот сюда нажмите. Еще раз. Сюда. Да, вот сюда. Да, все, нашла. Так. Так, это ваше, да? Так, не понимаю. Компьютер нажмите. Вот Светлана, я нашла. Мгм. Так, это ваше, да? Вот это ваше, Это, да? наверное, Вот это ваше, да? да, моя. Это ваше. Угу. Так, и мы с вами сейчас найдем. Так, где это? Я опять потеряла. Это ваш накопитель. Вот семена, нет, Нет, это он сюда не включал его, я просто пытаюсь увидеть, где оно. Видеомероприятие. Вот это нет. Это не то. Так, еще раз назад. Там есть папочка Тырина. Он сделал папочку, я пытаюсь найти ее. На рабочий стол. Вот Тургева есть. Вот это все. Вот это можете ей отправлять. Да, нажмите. Прямо от Тырина это все отправлять. Там, кстати, и учебники тоже есть. Он как вот открытие, да, все есть. И Лихачев там есть. Ну, много чего я не кидала. Но завтра я еще дополню туда вот папку еще информацию. Можно было бы завтра все взять. Ну и завтра дополним. Потому что я... Да, лучше завтра взять, потому что я дополню туда. Там много чего есть, но я могу еще завтра дополнить. Я работаю. Нет. А Евгений Викторович уже пришел? Да. Пойдешь, не Да. поднимись. У нас перерыв.
Потому что я раньше встречала вещи в школах. Должна была сказать, что есть, это будет свежих. В чем он называется, врача, что он понимает свою жизнь. Конечно, страшно говорить. Я пока понимаю. Это в четверг тоже было? Это же не надо еще. Нет. И что с этим можно делать? От этого проблем. А что вы не такие? Ну, это тоже страшно. Так учат детей домашнее задание с ответного мнения, а по домашнему заданию. Мне умение все пишут. Вместо домашнего.
конечно, ситуация виновата не в заболевание смертельной спад, есть вероятность обмена классических Вчера получила текст. В субботу. Чуть-чуть позже, да, чем планировали. Уважаемые коллеги, мы с вами рассаживаемся, да? Сейчас мы с вами проработаем по тем листам, которые у вас распечатки имеются на руках, да? Хочу обратить ваше внимание на то, что у вас имеется распределение тем проектов, да, под тематическим блоком. Успели дома кто-то посмотреть данную информацию? Здесь представлены самые примерные темы по предмету, по ДНК-ННР. Нам необходимо будет... А давайте мы с вами, знаете, что сделаем? Как-то вот так сгруппируемся, чтобы можно было не в индивидуальном порядке, даже не в парном, может быть, втроем, да, удобнее будет втроем, да? То есть по 3 человека, чтобы у нас было как можно компактнее, ну и, соответственно, количество выступающих у нас будет меньше, да? Если вам удобно, да, если удобно, давайте, вот, например, у нас первая группа работает здесь, да, Александр Андреевич, вокруг себя женщин соберите, вы там будете работать, да? Ну, давайте
Вот вас четверо, там вас тоже четверо, да? Соответственно, вас там четверо, получается первая четверка, вторая, третья, четвертая, пятая. 6 четверок у нас, да, получается? Я правильно посчитала? Да? 6 групп у нас получается, да? 6 групп, да? То есть первое, на что следует обратить внимание, ну, перед тем, как вы начнете уже коммуницировать, да, давайте еще раз акцентируем внимание, что нам необходимо будет сделать. Сначала с таблицей по тематическим блокам. Здесь представлены у вас тематические блоки по 2 предметам. То есть 5 класс, 6 класс, да? Для экономии времени можно поступить следующим образом. Если мы объединились по четверкам, да, то, например, вы берете один листочек посерединке, одна пара работает по 6 классу, другая пара работает по 5 классу. Вам так удобно будет? Удобно, да? Чистые? Да, вам так будет удобно работать? Да? Так мы время с вами сэкономим, да? То есть получается, для распределения тем проектов можно сделать экономично. То есть вы можете в третью часть данной таблицы прописать цифру, номер проекта, да? Но если формулировка данного проекта вас не устраивает, эту формулировку вы прописываете сюда, да? То есть заменяете эту формулировку. Если предлагаете, помимо тех, которые есть, другие темы, да? Потому что в данной ситуации мы будем обмениваться тем опытом, который у нас есть, то название тоже сформулируем, да? То есть все понятно, полагаю, да? Получается, эти 45 тем мы должны разделить на 2 Давайте. класса. Вы можете и их... Повторяться они могут? Да, они могут повторяться. Сейчас я еще раз акцентирую. А я договорю сейчас. Я еще раз повторю на понимание второй раз. Будьте любезны, еще раз, есть такое выражение, повесьте ваши уши на кость внимания, говорить древние, да? Давайте мы с вами это быстренько сделаем, это очень быстро. То есть у нас с вами 45 тем, да? Не обязательно их делить пополам, одну половину в 5, другую в 6, да? Мы можем какие-то темы вообще проигнорировать, может, они нам не нравятся. Вы исходите от себя. Вы педагог, вы личность, но вы личность, которая в совокупности на 2, на 4 работаете с данной задачей. Поэтому вы можете вытащить отсюда те темы, которые предлагаете по разным блокам. Может быть, предложите какие-то другие темы, которые здесь отсутствуют. То есть делайте под себя и от себя. То есть нам важна творческая система подхода к данному заданию. Это первое. Второе. После того, как вы выполните данную работу, в каждой группе необходимо представить результат своей работы и обосновать, почему был сделан такой выбор, что вы нового предложили и как это будет полезно для использования других. Сколько минут надо? У нас хронометраж определяет Елена Брониславовна. Елена Брониславовна, сколько минут вам надо? 20 минут, да? Хватит 20 минут? Да, мы работаем 20 минут, да? Хорошо. А вы что делаете? Один.
лингвистика. А может, мы лучше будем смотреть на эти проекты, а не смотреть на тему? Образование мировое Украина написала, да? В этом истоки родной культуры рассказал, что Сильно вообразили город. Культурно так, что может сюда как раз народы России проживают на территории республики. Народы России. Мы при этом участники. Или там у нас исторические объекты. Сейчас еще что-то было. Дорожные реабилитации. Вот это вот. 6, 26, да? Храмы традиционных семья. Да, 4 и все вроде. Да. Так, теперь 3. Да. Я видела, но Это сюда это, в принципе, история семьи тоже можно.
пока У нас в первом мало. Что там у нас? Тоже не сюда. Это все вот таблица можно благотворительность истории. Вот 37 национальных праздников вместе. Мы не оставляли. Так и здесь. что для меня значит добро. Каким должен быть человек, люблю тебя, Каким он делом? Россия. я записано, я тоже. Вы убрали куда? Наверное, больше надо. Слишком много.
Сначала мы идем. Потом координацию. Это спокойно так проходит 5 минут. И начинаем. Знаешь, как это вот У вас такого нет? ну да, С вами это можно сейчас или мы пойдем? вообще себе. Мы же вам отправили эту электронную С мамой, ну ладно, что будет. Мама может помочь. Если ночью светит, это наоборот да. Стоит выезжать на работе, которые занимаются остановками. Они тоже пять, сейчас 4 минуты, трое сейчас, шестое. Я не посмотрю, они приезжают, ко мне, ты прочитай. Ну-ка, мы не вопроса. Ну, потом. Историческая. А, 6-й класс. Культура России, многообразие регионов. Первый блок просто герои. Культура. Прогресс. Технический социальный. Хорошо, прогресс. Видимо, поучить надо и учебник Потом потом теряется Россия. Ну, а это понятно, что я бы купила У нас 3 минуты остается, я правильно понимаю, да? виноградовый, да? Мы регламент будем держать. Через 3 минуты мы продолжим, да? Я тоже хочу сказать. Выдающаяся.
Тут, собственно, кстати, мне нравится. Для экономии времени давайте мне еще поможем в следующем, чтобы я понимала, сколько у нас получилось групп. Каждая группа, одну руку поднимите от каждой группы. Один человек ровно одну руку, чтобы я групп посчитала. Сколько у нас групп? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, да? Получается у нас 7 групп. Каким образом мы будем с вами озвучивать нашу работу? Я на экран вывела ту таблицу, которую у вас представила. У нас получается в 5 классе представлены 4 блока, в 6 классе тоже 4 блока. Следовательно, у нас 7 групп. Значит, мы можем озвучить 7 блоков. Какая-то группа будет озвучивать 2 блока. Да, я так понимаю, группа молодежи. Ну, поскольку мы так двигаемся, да, слева направо, а молодым всегда нужно давать дорогу. Это правильно. Поэтому мы с вами следующим образом взаимодействуем. То есть, получается, вы выполнили 2 вида деятельности. Вы для 5 класса и для 6 класса распределили темы, по крайней мере, выбрали из 45, придумали свои, и у вас есть обоснование, почему это так. То есть, как это будет работать на выполнение главной задачи изучения данного тематического блока. То есть, что мы делаем? Представители от команд выходят все вчетвером, можете так, или отправить 2, 1, но лучше, конечно, когда 4 человека, потому что в совокупности людям, находящимся рядом со своими близкими, с которыми они сроднились за ближайшие 20 минут, легче будет выступать. Да? Да, вот тем более, вы сотки очень хорошо рассказали. То есть вы представляете первый блок, вы второй, ну и так далее по очереди. Да? После представления первого блока 5 класса мы, те, кто работали и внимательно слушали, могут задать вопросы, с чем-то согласиться, с чем-то не согласиться и сделать свои предложения. Итак, у нас команда молодежи выступает. Ничего, что я к вам так обращаюсь, да? Будьте любезны, сюда, пожалуйста, А только 5 класс, да? Сейчас. Да, вы начнете первый блок, 5 класс. Я понимаю, что вы все хотите рассказать, но, по крайней мере, давайте только с этого начнем. Будьте любезны, сюда вот выйдите, чтобы... Кто у вас ведущий? По 5 классам они. Вот сюда, пожалуйста. Да, чтобы вас на экран было видно, потому что у нас там есть слушатели дистанционно слушают. И будьте любезны, Надежда Олеговна тоже, Виктория Алексеевна, даже если вы будете молчать, но ваше молчание, оно полезно, потому что помогает выступающим. Вы рядышком, да? Итак, прошу предельного внимания. Пожалуйста. Да, первый блок «Россия – наш общий дом». Мы выбрали тему проекта 3-ю, 4-ю. Можно прочитывать. Да, 3-я тема «Своими глазами. Экскурсия по городу Сыктывкару». 4-я тема «Мой город. Город для всех». 5-я тема – это «Красная книга. Примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу». Дальше 22-я тема – это «Мой любимый город». 23-я тема «Береги землю родимую, как мать любимая». 24-я тема «Зачем нужны заповедники?». 26-я тема «Забота государства о сохранении духовных ценностей». 27-я тема «Народы России, проживающие на территории Республики Коми». 28-я тема «Память предков». 32-я тема «Образ Родины, родного края в народных сказках». Так,
28-я тема. Так, я поняла. Так, 33-я, да? 33-я. Образ защитников Отечества в народных сказках. Так, 34-я тема. Что для нас семья и дом? Еще в первом блоке? Да. Так, дальше. Темы же могут повторяться в разных блоках. Я правильно понимаю? Да? Это ваш выбор. Вы Да. давайте. 37-я тема «Национальные праздники в моей стране». 38-я тема «Храмы традиционных храмов России». Так, дальше. 41-я тема «Люблю тебя, мой край родной». Так, дальше. 43-я тема «Достижения российской науки». И 45-я тема «Секреты народных пословиц и поговорок». Можно их поставить у разных народов, выявить общее и потом выйти на ценности. Вопрос первый мы, если позволите, чем обусловлен такой выбор? Потому что вот эти вот темы можно рассматривать в этом тематическом блоке. Например, возьмем... Так, какая тема у вас вызвала наибольшее количество вопросов? Нет, я просто хочу объяснить. Я поняла. Обоснование, что это в этой теме достаточно широкая палитра вопросов, поэтому такой объем, да? А будете ли это вопрос еще? Ну, это их право выбрать. Не, мы не Красная книга. Есть у вас вопросы? Мы не смогли красную книгу никуда. Вот вы включили вот сюда, да? Вот смотрите, Россия наш общий дом, да, у нас растут какие-то, есть растения, которые занесены в Красную книгу. Можно сравнить, опять же, в каких регионах какие растения есть, и посмотреть, почему они... И заповедники тогда сюда тоже можно, да? Будьте любезны, вы кто тоже про Красную книгу, про заповедники сделал, да? И большие молодцы. Да, скажите, У меня вопрос. Все-таки заповедники, Красная книга, это все-таки природа. Да. Противопоставлена культуре. Но там Россия наш общий дом. Россия наш общий дом. Родина включает и понятие природы. Однокоренные слова. Это тоже часть культуры, да? Совершенно верно. Особенно заповедники, да? Это передание объекта материальной культуры. Так, по тематическому блоку услышали, да? А есть какие-то еще дополнения? Кстати, очень здорово, что выступающие первой группы сказали о том, что в первом блоке мы берем большой спектр тем. Мы начинаем данный материал, и детям мы презентуем, что в данной теме я предлагаю вам следующие проекты. Этих проектов очень много, они могут быть использованы и в последующих темах. И таким образом мы детей уже знакомим с огромным списком названий разных, да, проектов. Итак, проговорили этот блок, да? Есть еще вопросы? Нет, да? Тогда мы вас попросим присесть, да? Большое спасибо. И второй тематический блок, вторая группа, это Александр Андреевич и ваши коллеги. Почему мы выходим к себе для того, чтобы презентовать себя? Не нужно, мы так и говорим, Так, уважаемые коллеги, у нас вторая тема, да? Сюда, будьте любезны. Старшее поколение. А вы, да, просто вы Прочитайте тематический блок. Духовно-нравственные ценности. 5 класс. Да, 5 класс. Тема представлена — это семья, хранитель духовных ценностей. Родина начинается с семьи. Традиции семейного воспитания в России, образ семьи в культуре народов России, труд в истории семьи, семья в современном мире. Ну и здесь мы, конечно, в 5 классе работаем, да, и часто работу проводим, поэтому выбирали, например, первые семейные реликвии, да. Здесь можно, конечно, уточнить, что ребята могут и конкретно написать, самовар, вот это знаковый какой-то символ моей семьи и так далее, уточнить для себя, да, но в общем тема подходит. Моя семья, конечно, для ребят бывает иногда трудновато, поэтому предлагаем, например, или семейные праздники, конкретно они пишут, составляют там презентацию или показывают семейные традиции, досуг моей семьи,
Часто могут ребята еще и питомцы. Моей семьи, как они ухаживают за своими питомцами, бывает. Но очень хорошая тема, и которая выходит иногда на конкурсы, трудовая династия моей семьи тоже могут быть пятиклассники со своей точки зрения или там в смысле объяснить. Ну, вот 9-я тема, наши семейные традиции, как раз здесь тоже есть. 15-я, 17-я тема здесь у нас. В труде красота человека. По труду почет и слава, и жил на свете человек. Это тоже они могут вот в теме семьи рассказать. Может, в семье у них тоже есть такие выдающиеся известные люди, соседи, да, или на какой улице они живут, рассказать про эту улицу и так далее. Так что здесь вот семейная тема у нас вполне обширна, и каждый ребенок даже про свою семью при изучении этого блока может рассказать про свою семью в разном формате. Или рассказ написать сочинение, презентацию составить. Ребятам нравится больше, да, когда и родители увидят с фотографиями и так далее. Но могут и видео небольшой ролик снять. Ну, вот, так что про семью здесь как-то вот тема раскрывается у нас там. Это еще у нас молодые. Про семью какие вопросы включили? Вы вчерашние школьники еще? Да, так нужно 6-й год. Нет, я знаю, но вот в целом. Этот вопрос, нам это тоже интересно знать. Они солидарны с вами. Мы согласны в смысле, да? Есть вопросы? Ну, как бы семью можно и по-разному открывать. Есть профессии, какие профессии. Даже улицы, может, имя вот названо. По ходу выступления данной группы, очевидно, вы смотрели соотношение вашего мнения с мнением презентующих данный блок, ну и увидели, что по сути созвучно. Я вот посмотрела некоторые листочки, да, совершенно случайно, и обнаружила, что мнение созвучно. Большое спасибо. Мы с вами рассматриваем третий блок, да, у нас третья группа выходит. Может, прямо вдоль экрана, можно экран закрыть. Третья группа, обратите внимание, презентует из 5 класса тематический блок номер 3. Там не очень много тем, но уроков я имею в виду, да? Третий тематический блок «Духовно-нравственное богатство личности» 5 класса представлены 3 темами: личность, общество, культура, духовный мир человека, человек-творец культуры, и личность и духовно-нравственные ценности. Довольно-таки тяжелые темы для 5 класса, и мы выбрали такие проекты, как что для меня значит добро, дружба — это сила, секреты народных пословиц и поговорок, и почему моральные нормы нигде не записаны. Номера. 10, 29, 44, 45. Свое что-то добавили? То есть согласились со списком? Да. Вопросы есть? А у вас другие? Предложить нам, что еще? Третью тему, 7-ю, 12-ю, 14-ю. Это по третьей теме личности, духовно-нравственной ценности. 18-ю, Да, человек-творец культуры. Да. И 7-ю тему там вообще не только можно взять, ее конкретизировать можно, да? Да, Вот это прям мораль. да. Большое спасибо. Все с вопросами, да? Мы с вами представляем 4-й тематический блок. У нас 4-я группа выступает. Можно и здесь пройти, здесь же удобнее. Хотите в обход, да? Как в известном произведении, нормальные герои всегда идут в обход. Там за 30 вышли. Так, название темы, и, пожалуйста, представляйте. А можно прямо рядом с Сахаровым сказать, он вам не навредит. Нет. У нас тематический блок «Культурное единство России». Не будем повторять тем, здесь их очень много. Ну вот, да, 14 тем и плюс итоговый урок. Ну, по каким темам мы примерно прошлись. Не совсем дополнили, не до конца дошли, но тем не менее. 45-20. Можно я так буду всех же список перед глазами, чтобы... Или называть, как вам удобно? У всех просто сократить, чтобы время, если... 45-26. Тогда помедленнее. Ага.
надо было, которые по 40, которые 45, 44, 41. Да, 45, 44, 41, они здесь рядышком. Решили, причем 41-ю тему на итоговый урок вывести. 41 урок. «Люблю тебя, мой край родной». Возможно, что где-то это вот да, в конце. Потом 37, 35, 36. Здесь я не все просто писала. Давайте поддерживай это, помогайте мне. 32, 33, 26, 23. 23. Да. И Ну вот регионы России, культурное многообразие. У нас есть ну, такая тема, да, регионы России, культурное многообразие. Здесь вообще у нас есть 37-я тема «Национальные праздники в моей стране». Если уйти национальные праздники в моем регионе, то есть вот отдельно, да, если мы говорим. У нас есть музыкальная культура народов России. Ну вот здесь тоже и на сравнение инструментов разных народов и отдельно. Выдающиеся личности, именно музыканты какие-то. Или уйти в фольклор музыкальный, да, то есть если мы говорим о пестушках, потешках, колыбельных, ну то есть вот. Вы учите музыки, да? А? Нет. Ну, то есть, ну, просто это по ходу мы уже видели. Ну, так примерно, что мы успели. Спасибо. Есть еще дополнение у вас? Лиза, есть ли вопросы? Есть у нас вот коллега уже имеет опыт. И скажите, пожалуйста, ну вот на 31 теме. Представьте коллегу. Меценат, ага. Ну и здесь мы еще предложили, что в региональных компаниях наблюдателя можно говорить улицы, памятники, храмы, да, ведь из своего населенного пункта, района и так далее. А вот 7 чудес Республики Коми, а можно и у нас, например, в Ижемском районе проводится 7 чудес Ижемского района, да? И ребята, получается, зачем нам? А, кстати, по истории у нас за 3 года как раз 7 чудес света идет. И уже связь с историей, например, здесь идет к концу года. Я в пятом же к концу года 7 чудес света. В мае месяце изучается по истории. Но если кто учителя истории ближе, то легче здесь. Художник, но художников ведь можно и республики Коми, тоже своего края ребята дать задание. Да, мы все можем уйти в региональный компонент, просто говорю, что мы здесь и ИЗУ, и фольклор, и памятники, и литература, это все можно в региональный. Все, спасибо. Ага. Мы с вами сейчас работали тему по 5 классу, да? Разобрались. Медленно, но верно мы идем дальше. К 6 классу у нас тоже 4 блока, да? И я попрошу группу первого тематического блока. А мы бы быстрее что делать, если бы одни присаживались, другие напрягались. Может быть, сюда пойдете, здесь место побыстрее. Если вам больше нравится, да? Итак, у нас темы проектов предлагаются для 6 класса по первому тематическому блоку. Да? И представители команд перед вами. Мы очень внимательно коллег послушали, у нас некоторые темы повторяются из блока 4-го, 5-го класса. Тема обозначена? В блоке 1, да, сейчас. Но, наверное, то, что не успели реализовать в 5 классе, можно в 6 классе. Да? 27 народов России, проживающих на территории РК, 36 особенности традиционного быта моего народа, 25 героев космоса, когда говорим про прогресс, например, достижения российской науки здесь же, береги землю родимую, как мать любимую, здесь обязаны. 23, 43, 25, у меня не по порядку просто, 35, как мы охраняем памятники, 38, как это у нас, храмы традиционных религий России, когда мы говорим про общество и религию, забота государства о сохранении духовных ценностей, 26. Есть что-то? Да, ну и, конечно, мы предлагаем внести также национально-региональный компонент
Сегодня вот уже коллега с Ижевского района сказала, что можно провести проект названия улиц, поселков истории нашей страны, например, или то же самое связать общество и религии, это храмы нашего района, в частности у нас в селе Куратово есть ближайший храм, вот историю храма можно рассмотреть. Вот в дополнение сказанному. Так, вопросы есть? Да, Хорошее можно- дополнение можно к культурному компоненту. Пожалуйста, А вот 39-й, например, можно ли, как вы думаете, внести? Всем чудес республики можно? Да. Ну, почему бы и нет? Культура России. Да. Культура, Многообразие. Нет, где вот тема пойдет, когда многообразие регионов, там можно, конечно, да. И там, например, очень хорошая тема с историей. Это история быта, как история культуры. Ну, Есть же да. истории предлагают. Не простая история, а простые вещи, да? Там проявить здесь, и там проявить можно. И здесь рассказать. Или взять швейную машинку и Да, рассказать. семейные реликвии, да. Можно, да, семейную. Вы, наверное, ученикам про швейную машинку из своей семьи рассказываете, да? У меня созвучная история про швейную машинку Зингер, да, которая передается по женской линии, да, и как она с вами похожа. Я тоже про эту швейную машинку, которая мне не досталась, я не старшая дочь, да? Вам досталось. У нас есть рукой иголки нет. Не можем шить. Там в виде пули иголка, да? Да. То есть, видимо, на с вами похожая история. Вот она, семейная реликвия, да? Большое спасибо. У нас с вами второй тематический блок, да? Ваша команда может здесь прошествовать, здесь удобнее. Молодежь готовится к обучению. Так, ну, во втором блоке мы выбрали под номером 7 «Золотое правило морали современной жизни». Да, блок «Человек и его отражение в культуре». Так, 7-й номер «Золотое правило морали современной жизни». Дальше 10-й «Почему моральные нормы нигде не записаны?» 10-й. Дальше 29-й «Что для меня значит добро?» Так, 43-й достижения российской науки, вот как раз наука как источник знания о человеке и человек, да, человеком. Так, и вроде бы все у нас. Это можно шифровать. Тут есть Ваше предложение. Там можно по религии, в храме традиционной религии России, там где религия источник нравственности, тоже сюда можно. Это номер какой называется? 38. Можно там. Правила этикета здесь можно, что ли, современность, наверное, тоже 6. Спасибо. Десятый, да, сказали. Какие-то новые темы за пределами этих 45 есть у вас еще варианты предложить? Дополнительно. Да, разные религии, как раз в 6 классе изучаем, начинаем изучать, да? Вот мы тут можем подготовить заповеди по Корану, какие Добавить нужно, да? Тем более, что дети в начальной школе изучали ОРКС, да, они там основы православных культур изучали, да? Кто-то буддийскую культуру изучал, кто-то что, да? И можно основываться на этом багаже, да? Вот эта вот моральная норма о том, что они нигде не записаны, здесь тоже можно все это вот сопоставить, потому что на самом деле многие моральные нормы, они перекочевали там, да, в выносе, они есть у нас в религиозных книгах, вот это вот тоже можно объяснить. Ну вот тема средневека истории, там времени как будто развития надо предметные, а тут как раз для закрытия. Тут благодарная почва, правда? Да, то есть это к вопросу, зачем этот предмет, вы как раз даете ответ, что этот предмет очень здорово помогает другим учебным предметам, поскольку здесь ребята могут самоопределяться через систему работы проектной деятельности, да? Поэтому в основу она и ложится. Большое спасибо. Тихонечко здесь проходим. И у нас с вами третий большой тематический блок. Наша группа рядышком находится. Передвигаться очень удобно. Очень осторожно здесь провода. Поддержите своих товарищей. Заодно гимнастику. Мы тут несложная.
У нас тематический блок «Человек, член общества». Это как обобщение, по-моему, вообще всех тем. Такие вот темы проектов мы выбрали. 7-я – «Золотое правило морали в современной жизни». 10-я – «Почему моральные нормы нигде не записаны». 11-я – «Именем школы гордиться твоим». 15-я – «В труде красота человека». 16-я – «По труду почет и слава». 29-я – «Что для меня значит добро». 30-я – «Благотворительность в истории России». 31-я – «Меценаты России». 33-я – «Образы защитников Отечества в народных сказках». И 43-я – «Достижения российской науки». Мы ориентировались на темы, на то, как звучат темы, но и на их количество. Ну, потому что мы и рационалисты, и реалисты. Ну, тут еще можно 29-й, вот что знаю. Вообще, мне кажется, вот тут такой блок тем, что вот даже любой вот проект, очень много таких вот проектов, которые можно включить вот в главный блок. Потому что здесь и говорится и о труде, и о подвиге, и о духовно-нравственных ценностях, и о профессиях. Ну, вообще, поле деятельности очень довольно-таки как бы большое. Поэтому так мы основные только включили. Я еще вот 25-ю записала себе. Это герои космоса. Как бы выдающаяся, ну, моя профессия, коллега поспорила, ну это же моя профессия. Я говорю, а вдруг могут быть космонавтами, хотят стать. Вот и рассказываю. Ну, это еще в науку тоже подходит. И в науку тоже подходит. Ну, тоже, то есть, я говорю, здесь как бы... Да, почва благодатная, вот я вообще, да. Вопросы имеются, дополнения, пожелания? Совсем согласны, да? Большое спасибо. И у нас последний остался тематический блок. Будьте любезны. У нас выход на дышку. Так, у нас тематический блок — это Родина и патриотизм. И здесь мы выбрали... Так, 11-я тема — это у нас «Именем школы гордиться твоим». 12-я тема — «Место подвига в наше время». 13-я — «Связь поколений, свеча памяти». 14-я — «Жизнь ратными подвигами полна». Так, дальше. 28-я. 21-я, да. Уроженцы коми герои России. Так, 18, тогда 19, 21. Тогда что у нас? 28. Память предков. Так, дальше у нас 32. Это у нас образ Родины, родного края в народных сказках. Так, 33 также. 40. Школьный музей. 42. Так, кто такой патриот? 44. Дружба – это сила. По-моему, все. Мы, получается, тоже исходили от тем. И вот по этим темам как раз-таки выписывали все предлагаемые проекты, да. Совсем согласна. Есть вопросы? Нет, да? Вы согласны? Очень интересная тема. Моя школа и мой класс. В 5 классе и 6 классе. Можно сделать с ними стенд. Они вот, тема же есть самопознание, да? Мы вот хотели это друг друга, да, стенде. Написать про свой класс. А когда к окончанию уже в 9 классе, они так интересно смотрят, да, что они думали в 6 классе про себя и что писали о своем классе. Причем данный проект может зазвучать несколько раз, да? Да. То есть созданный, предположим, в 5 классе, да, или в 6 классе данный и проект. получается, если сохранить подарок им в 9 классе, они уже забудут, да? И вдруг ты вытаскиваешь, да? Такое опробировали уже, да? Большое спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы с вами сейчас обратим внимание на то, что по работе с темами, мы посмотрели, да, по примерным темам. Я здесь хочу, сейчас я это забавлю, сразу обратить ваше внимание, что есть папочка здесь, да, называется эта папочка
Вот материалы отпилены, да? Она имеется здесь на данном рабочем столе, и здесь прописаны ОМК. Также есть положение, которое я дала наше, гимназическое, и в этом положении, сейчас я его открою, представлены критерии оценивания проектов. Ну, может быть, кому пригодится, может быть, вы модифицируете, под себя что-то сделаете. Если нет, можете просто выбросить в корзину, да? Сейчас я его уберу. Ну и кроме того, здесь представлен другой материал. Это письма Лихачева. Также здесь, о чем говорил вчера Евгений Викторович, 46 писем. Здесь представлены характеристики различные. И даю еще информацию по ОМК. Вот здесь вот у меня представлена информация. То есть по каким ОМК мы работаем. Но я сегодня еще буду говорить в презентации, у меня это есть информация. Да? Ну и дальше хочу обратить ваше внимание, то, о чем я вам говорила, это методические материалы к урокам, которые здесь представлены, подборка к урокам, то есть копируете ссылку в браузер, строчку вставляете, и выплывает информация, где можно найти различную информацию по подготовке к урокам. Затем обращу внимание, методические пособия, они тоже есть в электронном виде, как сделать воспитывающие уроки, и здесь представлена подробная информация по конспектам уроков. Особенно ценным является как раз клевер-лаборатория. Огромное количество здесь есть информации для подготовки к урокам. Возможно, кто-то пользуется уже, да? Ну, РЭШ, конечно же, Российская электронная школа. Ну и, безусловно, вот такую информацию по учебным материалам мы можем с вами использовать. Так. Что это я такой... На секунду. В 2023 году в российских школах начнут преподавать новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Его ведут с 5 по 9 классы. Новый предмет нацелен на развитие личности школьников, приобщение их к правилам и нормам поведения в обществе, традиционным духовно-нравственным ценностям, в том числе своей этнической группы. Основы духовно-нравственной культуры народов России являются продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса. Он включает 6 модулей по выбору. Основы православной, исламской, буддийской, иудейской, мировых религиозных культур, а также основы светской этики. Так, смысл данного ролика, зачем я показала? Отвлечь, развлечь, зачем? С 5 по 9 класс. Итак, 3 главные мысли, которые мы должны вынести из данного ролика. Первую мысль вынесли. Это первая мысль относительно того, что с 5 по 9 класс преподается данный предмет. Вторая мысль. Продолжение. Преемственность. Совершенно верно. И третья мысль. Это вопрос. Ну, там ОРЦ модули выбирают, да, вот на это обратили внимание. Третий вопрос. Зачем я этот ролик вам показала? Им можно было начать первый урок, да? То есть, когда детям в 5 класс входим, да, или в 6, да, можно было показать. И он сразу решает все основные вопросы, которые возникают у детей. Почему, да? Буквально минуту видят, да? Можно говорить полчаса, и нас не поймут. А можно просто показать, и сразу понимание будет, да? Давайте мы с вами обратим внимание на следующую часть нашей работы. Я распечатала вам задания. Вы мне поможете их раздать, да? Данные задания. Сейчас какой-то отдельный. Будьте любезны. А можно вопрос? Да, это закон. Если мне об этом тоже еще буду говорить. Да. Каждому по одному? Да. Персонально. Сейчас мы только 5-6 реализуем. Да. В данный момент, да? Следующий год, получается, 7-й, 8-й, 9-й. Я сегодня еще буду об этом говорить. У меня еще отдельная есть информация. Следующей беседе лекции. Те, кто уже получили данные листочки, будьте любезны обратить внимание, что там прописано. То, о чем я вчера вам говорила, да? То, что обещала. Здесь задание, состоящее из 2 частей. Да? Ознакомьтесь, пожалуйста, внимательно с заданием. Здесь нужно определить, где здесь у нас учебное исследование, где учебный проект. Затем найти ошибки и осуществить исправление. Сколько минуток надо для персональной работы? 5 минут достаточно? Достаточно, да?
Если кто справился, подумайте, пожалуйста, над таким простым и очень сложным вопросом одновременно. Зачем я дала вам это задание? Обратите внимание, там некоторые формулировки даже неграмотно сформулированы с точки зрения формулировки предложения. Да? Заметьте, да? То есть дети могут формулировать так.
Я на экран вывожу, чтобы у нас дистанционно кто смотрит, мог видеть. Итак, если у нас Виктория Алексеевна готова, значит, мы будем представить себе, что и остальные тоже готовы, да? Сориентируюсь. Итак, я вывела данное задание. Начнем с первого вопроса. Он очень быстрый. Ответ на данный вопрос, да? Будьте любезны, назовите себя, пожалуйста. Татьяна Борисовна. Угу. Слушаем Татьяну Борисовну. Угу. Пожалуйста, по первому вопросу. Это проект? Итак, первый – это у нас проект, а второй? Исследование. Угу. Спасибо. Ну и дальше ваше мнение. Так, найти на ошибки. какие элементы? Обратите внимание. Где ошибки, да? Да, где правильно, где неправильно. Угу. Ну, я бы тему тут «История развития меценатства в России» добавила, допустим. Угу. И цель с задачами соприкасается, то есть создать путеводитель не сама цель может быть проекта, она и есть в задачах нарисовать карту путеводитель. Угу. А задачи в проекте – это шаги выполнения проекта, да? Да. Следовательно? Ну, цель не может быть задачей. Угу. То есть, может быть, здесь другая цель, да, у нас. То есть тут мы видим расхождение, да, некая дихотомия между темой и целью, да? Да, угу. Да. Как бы сформулировали, у кого уже формулировки прописаны? А я бы тему поменяла, проекта и исследования. Тогда больше такой вот... Будьте любезны, озвучьте. Да. Ну вот тема развития меценатства я бы на исследование вывела, развитие меценатства. А меценатство в России, раз уже и путеводители, все уже вот сделано темой проекта. И уточнила еще, в какой России? В современной России. Да, то есть хронологические рамки важны, да? Да. Потому что в России это можно пером по древу, начиная с древности до современности, да? То есть это нужно определить. И цель как бы тогда звучала, скажите, пожалуйста, если мы формулируем тему проекта меценатства в России, то цель будет звучать как? Чего хотим создать? Можно оставить цель «Создать путеводитель городов России»? То есть цель можно так оставить? Или нельзя? Это уже конечное, да. А если еще мы временные рамки берем, когда возникло меценатство, в 19 век, например, и где больше возникло, можно... То есть создать путеводитель, да, городов России, скажем, 19 века, да? Надо уточнить путеводитель, который бы отражал... То есть переформулировали цель. А в этой связи как будут звучать задачи, исходя из новопоставленной цели? Если периодом мы уже ограничили, написали 19 век, да? Предположим, да? Найти информацию об известных меценатах 19 века. Уточняем, да? Вторая задача будет как звучать? Можно и особенности систематизировать. То есть оттуда взять исследования. Да. Это вторая задача, да? Определить особенности? Нет. Ну вот нашли, изучили информацию. Что дальше с ней делать? Систематизировать информацию. То есть сохраняем это, да, вопрос? И карту путеводитель тоже можно. Почему бы и нет, раз мы создаем путеводитель. То есть, но потом тавтология. Нет, ну тут там только в целях путеводитель, тут путеводитель. Да, нарисовать карту, да. Ну, таким образом. Карту по местам деятельности. Можно не рисовать путеводитель. Нарисовать карту. Цель и продукт, потому что она озвучена. Что мы делаем? Безусловно, да, вы правы. Поэтому в третьей задаче ребенку можно дать совет относительно того, что он третьим шагом делает. Да? А третий шаг – это выполнение действий по созданию продукта. Да? То есть, вот, по сути, да. Про объект и предмет гляньте, пожалуйста, как там. Объект, предмет, они соответствуют, если мы тему назвали меценатство в России? Но это же благотворительность. Правильно, подходит что и как.
Что рассматриваем меценатство, как через деятельность А можно просто одно слово оставить? Меценатство. Да? Можно просто одно слово оставить. А предмет тогда как бы зазвучит? Меценаты России. Да, определять хронологической рамкой. Таким образом, предмет и тема будут друг другу соответствовать. Это вполне нормально, если они могут друг другу соответствовать. Так, здесь мы с вами провели очень серьезную деятельность. Давайте обратим внимание на следующую тему, которую мы с вами просмотрим. Да? Это у нас тема исследования. Да? Соответственно, сразу что здесь меняем? Мне сразу нужно в современной России, потому что гипотеза сегодня России не равна меценатству. Угу. И тема как будет звучать? Меценатство современной России. Или причины неразвитости. Угу. Для темы современной России. Меценатство в современной России, развитие меценатства в современной России, как тему формулируете? Роль меценатства. Угу. То есть эти варианты, два последних, которые мы с вами назвали, подойдут, да? Вы себя назовите, пожалуйста, чтобы мы понимали, кто выступает. Ксения Игоревна. Угу. Слушаем Ксению Игоревну. Пожалуйста. Ну вот, то, что я хотела сказать, тема, то есть нужно уточнить, опять же, хронологическую рамку. Если гипотеза звучит так, сегодня в России не равно, что это значит речь про современную Россию, поэтому нужно тему тоже, соответственно, менять. Меценатство современной России. Ну что здесь? А может быть, развитие А мы уже меценатства? поменяли, да? Развитие меценатства. Да, вы поменяли местами, оставили развитие. Мне, например, просто меценатство в России нисколько мне не напрягает. То есть мне устраивает вполне. Меценатство в современной России тоже неплохо. Ну, вы же прочитали это исследование уже. Ну и что? Мы рассматриваем меценатство в России, можно и понятно, всё, что всё. развитие. Мы услышали вас, Ксения Игоревна, по поводу гипотезы. Гипотеза. Согласны с данной гипотезой, уважаемые коллеги? Здесь просто нужно тогда в самом исследовании уточнять вообще, в чем разница между меценатством и спонсорством. Мгм. Это будет одной из задач, да? Да. Выяснение разницы, да? То есть надо разобраться в понятиях, да? То есть здесь очень важно это исследование. То есть, Есть ли вообще разница, и если есть, то в чем Мгм. эта разница? поэтому первая задача должна быть по-другому сформулирована, Да, да? да. Как она должна звучать? Определить Определить различия. Мгм. То есть сравнить два понятия, да? Сходство, различия, да? Соотношение этих понятий. Ну что же такое? И вместе с тем, естественно, выскочит еще одно понятие – благотворительность, да, потому что дети должны выйти. То есть меценатство – это ведь как часть благотворительности, да, она связана с определенным видом деятельности, поддержание деятелей культуры, да. В 5 классе по истории есть такая тема, да, про знаменитого мецената, да, который жил в первом веке, да, в первом веке до нашей эры. Как дальше, Ксения Игоревна, по задачам? Так, ну, особенности российского Ну, меценатства. первый мы изменились, да, дальше идем. Найти происхождение меценатства, может, вообще это не надо здесь. Это мы уже выкинули сразу, мы же другую задачу сформулируем. Но особенности российского, понятно, особенности российского меценатства. Оставляем? Да, можно. Согласны, что оставляем вторую задачу? Первую мы заменили, вторую оставляем, да? Это мы первую задачу фиксируем, да? Сейчас мы перешли на вторую задачу, да? А тогда это будет тавтология, смотрите. Или нет? Если в первом мы решаем задачу понятийную, да, то есть меценатство и спонсорство, то во второй это особенности именно российского, да, меценатства. То есть в отличие от любых других видов меценатства в разных других странах, да? То есть это национальное меценатство. Согласны с этим, да? Да. И третья задача будет... Причины этичного развития современного меценатства в России. Исходя из гипотезы, посмотрите, мы гипотезу с вами сохранили, да? Угу. А здесь сразу причины, а может быть многоразовые. Угу. Может быть, гипотеза будет опровергнута. Да, она может быть опровергнута. Таким образом, данная задача Не подходит. должна быть откорректирована в ходе исследования. Да. То есть это как раз работа, в данном случае, проектанта, который занимается данным видом. Мы с вами как раз об этом говорили, да, в процессе деятельности могут быть корректировки.
А по объекту и предмету давайте посмотрим. Мне кажется, предмет там должен быть доля или процент деятельности мецената. Это отсутствует, раз уж он со спонсорством. Место меценатства. То есть если у нас тема меценатства в современной России или просто в России, да? Угу. И исходя из гипотезы, мы должны понять, что насколько оно развито, да? То есть роль меценатства о развитии нам скажет? Роль, значение, слова синонимов? Но у нас больше не меценатство, а сейчас о благотворительности. Может быть, как раз... Нет, но благотворительность – это более широкое понятие. Мы говорим о меценатах, это люди, которые в основе своей помогают представителям культуры, театра, да? Это просто такая тема, что ребенок вообще в процессе выяснит, спонсоры равно меценаты или не равно меценаты. То есть, может быть, спонсор это и есть меценат, тогда у нас роль меценатства, она велика, просто по-другому называется. А если это не равно, тогда уже по-другому нужно будет писать. То есть здесь просто по ходу дела будет меняться. Ну, мы-то с вами, педагоги, прекрасно понимаем, что это два совершенно разных понятия, да, спонсоры и меценаты, да? Мы прекрасно осознаем, что спонсор прежде всего заключает договор с теми организациями, которые мне помогают, они получают определенную выгоду, но и организация тоже, то есть это взаимная выгода. А когда мы говорим о меценатах, это все-таки благотворительность, бескорыстная помощь, да? То есть вот эту разницу дети увидят. Вот на таком простом языке, если формулировать, да? Поэтому третью задачу как правильно сформулировать? Сохраняем тогда? Нет. Не сохраняем. Но для рабочего варианта ребенок может написать, да? Для рабочего варианта. А потом, в зависимости, он же видит на то, что меценатство и спонсорство – это разные вещи, да? На это он выйдет, решая первую задачу. А вот насколько оно развито, да, меценатство и спонсорство, в данной ситуации, в нашем медийном пространстве ребенок может заблудиться. Без нашей взрослой помощи ему крайне здесь не обойтись, потому что информация самая противоречивая, и зачастую взрослые люди теряются в понятиях. Спонсорство называют меценатством и наоборот. Следовательно, данный проект крайне сложный. Надо детей отговорить от выполнения такой работы. Понимаем, да? Это проект для кого? Постарше. Для детей, которые постарше, да. То есть это может быть для 10 класса, для 11, но явно не для 5-6. Да? Ну, а современная Россия, то это уже... А иначе вы сами будете за ребенка выполнять этот проект. 10 класс, когда вот это можно брать. Для проекта 10, ну, который на аттестат уже идет. Потому что данный проект, он больше уйдет в понятийный аппарат. А мы с вами прекрасно понимаем, что в основу духовно-нравственной культуры народов России в данном предмете нам важен воспитательный и культурологический аспект. Да? А он уйдет в понятие. А эти понятия будете вы за него формулировать и сами создавать проект. Поэтому здесь я вам предложила неподъемный вариант работы для ребенка. Да? Соответственно, мы его полностью перечеркиваем и можем создавать другой вариант деятельности. Да? Хочу обратить ваше внимание на документ, который я уже показывала, да? Вот на этот документ относительно критериев, да? Перед нами, я, Татьяна Борисовна, вам, да? Посмотрите, там критерии представлены, да? Вот первый критерий, прочитайте, пожалуйста, как он звучит. Там постановка. Постановка цели проекта. И мы оцениваем здесь Максимум 3 балла. Что здесь в оценку входит? Прочитайте, пожалуйста. Цель не сформулирована. 0 баллов. Цель сформулирована нечетко, 1 балл. Цель сформулирована, но не обоснована, 2 балла. Цель четко сформулирована и убедительно обоснована, 3 балла. То есть сколько внимания уделяется цели, да? Далее второй критерий, пожалуйста. Планирование путей достижения цели проекта. Максимум 3 балла. План соответствует. План отсутствует, 0 баллов. Представленный план не ведет к достижению цели проекта, 1 балл. Представлен краткий план достижения цели проекта, 2 балла. Представлен развернутый план достижения цели проекта, 3 балла. Дальше мы идем. Третий критерий, да? Выводы и перспективы, тоже максимум 3 балла. Не предприняты попытки проанализировать результат работы, 0 баллов. Выводы заменены кратким описанием, 1 балл. Представлен обзор работы по достижениям целей, заявленных в проекте, 2 балла. Представлены необходимые выводы, намечены перспективы для работы, 3 балла. Это у нас с вами были регулятивные. Да, регулятивные. Теперь там 9 баллов максимум. Максимум, да? 9 баллов. 3, да? И дальше у нас идут познавательные.
Максимум 13, да? Пожалуйста, прочитайте. Так. Критерий 4. Глубина раскрытия темы проекта. Тема проекта не раскрыта, 0 баллов. Тема проекта раскрыта фрагментарно, не все аспекты темы раскрыты в проекте, 1 балл. Тема проекта раскрыта поверхностно, все аспекты темы упомянуты, но раскрыты не глубоко, это 2 балла. И тема проекта раскрыта полностью, исчерпывающая, 3 балла. Глядя на тот листочек, с которым вы работали, мы можем определить раскрытие темы через выполнение задач. Да? То есть какие задачи ставит проектант и как он их выполняет. Пожалуйста, 5-й критерий. Так, степень самостоятельности авторов. Работа шаблонная, показывающая формальное отношение авторов, 0 балла. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельность в работе, 1 балл. Работа самостоятельная, демонстрирующая определенную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 2 балла. Работа отличается собственным оригинальным отношением автора к идее проекта, 3 балла. И здесь можно дать дополнительный бонусный балл за творческий подход. Помните, мы с вами как-то говорили относительно того, какими качествами должна обладать личность. И я, к сожалению, не запомнила, как зовут человека, который по центру сидит. Напомните себе, пожалуйста. Вот Наталья Владимировна как раз именно про это и говорила, про креативность. Да? И в оценивании творческого проекта здесь так называемый бонусный балл за творчество, да? За оригинальность. 6-й критерий, пожалуйста. Так, соответствие требованиям оформления письменной части и презентации, максимум 4 балла. Письменная часть проекта отсутствует, 0 баллов. В письменной части работы отсутствуют установленные правилам порядок и четкая структура, допущены ошибки в тексте и в оформлении, 1 балл. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру, но есть незначительные недочеты, 2 балла. Работа отличается четким, грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами, 3 балла. Работа отличается четким, грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами, проект и презентация, 4 балла. Это у нас получается 6-й критерий, да? И в этих же познавательных УВД у нас еще 7-й критерий. Да? Качество проектного продукта, максимум 3 балла. Проектный продукт отсутствует, 0 баллов. Проектный продукт не соответствует требованиям качества, эстетика, удобства использования, соответствие заявленным целям, 1 балл. Продукт не полностью соответствует требованиям качества, 2 балла. Продукт полностью соответствует требованиям качества. Эстетика, удобен в использовании, соответствует заявленным целям, 3 балла. И остается у нас с вами коммуникативный УЭД, максимальное количество баллов за них у нас 5. И это у нас получается 8-й критерий. Да? Качество коммуникации во время проведения презентации. Презентация не проведена, 0 баллов. Выступление не соответствует требованиям проведения презентации, 1 балл. Выступление соответствует требованиям проведения презентации, но оно вышло за рамки регламента, 2 балла. Выступление соответствует требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией. Отвечает на все вопросы, неуверенно доказывает свою точку зрения, 3 балла. Выступление соответствует требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, но автору не удалось заинтересовать аудиторию, 4 балла. И выступление соответствует требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, автор хорошо владеет культурой общения с аудиторией, отвечает на все вопросы, доказывает свою точку зрения, ему удалось заинтересовать аудиторию, 5 баллов. То, о чем мы сейчас вместе с Татьяной Борисовной вам говорим, это было взято мною из нашего гимназического локального акта по требованиям к проектной деятельности учащихся с 5 по 9 класс по любому предмету. Это, естественно, мы можем с вами модифицировать под себя, да? То есть для того, чтобы нам было удобно. Естественно, я для себя это беру и для себя это модифицирую. Да? У меня пока идет процесс относительно того, как я буду оценивать проектные работы. Ну, знаю точно, что промежуточную аттестацию я буду делать по этому принципу, по этой схеме. И оценивать его буду по этой схеме. Тем более, что, как я вчера вам говорила, здесь все уже заложено, и мне будет
очень удобно оценивать. Перевод в баллы здесь представлен. Надежда Олеговна, расскажите, пожалуйста, про баллы там. Они вот в углу справа. Так, шкала перевода баллов. Пятерка это у нас составляется с 24 до 27 баллов. Четверка с 19 до 23, тройка 18-14 баллов и двойка у нас за 13 и меньше баллов. Да, и здесь у нас все в процентном выражении, о чем я говорю. Это крайне вообще очень удобно с этим делать. Вот что мне надо будет предусмотреть как преподавателю относительно регламента выступления, да? Если мы с вами знаем, что на защите проекта есть разные регламенты, есть 7 минут, 5 минут, 3 минуты. Вот для наших учащихся 5 и 6 класса, какой регламент вы бы дали, исходя из собственного опыта? Регламент выступления. Мы же с вами будем проводить защиту на последних уроках, да? Или по мере подготовки данного проекта. Если у нас с вами обучающийся готов уже по окончанию, скажем, в середине года, по окончанию выполнения работы с своим проектом выступить, то, соответственно, мы можем его заслушать в середине года. Да? То есть он может получить данную отметку по промежуточной аттестации. Но понятно, что для систематизации нашей работы в электронном журнале страницы сетевого города у нас должна быть четко дата обозначена промежуточной аттестации, да, то есть в проектной форме и прописаны там эти результаты. Да. Но защита проекта может состояться в любой другой день. Не обязательно в тот же самый день, когда у нас с вами там 2 урока повторения. Да. За 2 урока можно, конечно, весь класс обойти. Это я сама для себя так определяю. Да. То есть каждый сам определяет, как ему удобно. Да, Наталья Владимировна. Да, у меня такой вопрос. Получается, вы прохождение промежуточной аттестации в рамках предмета ОДН-КНР воспринято положение в школе, что учащиеся промежуточную аттестацию проходят в виде выполнения проектной работы? Да, это каждая школа сама выбирает. То есть одна образовательная организация принимает решение, что это будут другие процедуры, да, это может быть контрольная работа, другая школа принимает это, но вот рекомендуют, исходя из данного предмета, все-таки проводить именно методом проекта. И я солидарна с теми, кто рекомендует. Но тут еще связано с тем, что 9 класс, сейчас уже время времени, кто в основной школе и СО работает, то в 9 классе это проект, уже в аттестат выставляется пока зачет, не зачет, а в СО уже идет отсрочный. И этому детей, конечно, надо учить. И вот этот предмет, ну, никто как другой, это не получается, потому что чисто там предмет никакого. Можно тогда вопрос спросить, а сколько участников может один педагог, ведущий предмет, охватить, чтобы каждый из них дал проект? Каждый из них? Нет. Ну, каждый участник должен защитить проект. Сейчас, секундочку. Нет, вот он 5-6. Мы сейчас говорим про 5-6, да. 5-6, Да. если мы говорим, мы принимаем, допустим, положение, то есть участники, Если мы принимаем, да? 5 класс. Сколько педагог может охватить таких участников? А давайте из нашего опыта определимся, да? Вот смотрите, проекты бывают разные по форме, да? Краткосрочный проект. Вот сколько ребенок может выступать по защите краткосрочного проекта? На мой взгляд, для защиты здесь вполне даже максимум 3 минуты для представления данного проекта. Главное же сама работа, проверка этого проекта, да? Ну, так учители работают же, учащихся много, я это говорю, как охватить это? А вот поэтому в течение года, это вот опыт работы, да, исходя из... Нет, это не обязательно в конце года. Ребенок может прекрасный проект делать по первому математическому блоку. Он уже защитился, вы поставили, и в конце года... Да, я про это и вела диалог, да. Да, там по второму блоку, и итоге, да, за 4 блока. Все равно готовите себя быть. Это очень сложно, да. Поэтому вот я говорю количество учеников. Ну вот смотрите, 25 учеников в классе, да, вот смотрите, Елена Братиславовна, я понимаю, о чем вы говорите, да, вот хочу высказать собственное мнение, можете его разделять, можете опровергнуть, ну вот мое мнение следующего характера. 25 человек в классе, да, вот я учитель, который ведет данный предмет, да, я в единственном числе, я не могу клонироваться, да, понятно, но если мы потратим на определенное количество времени на уроках тому, чтобы сформулировать проблему, задачи, цель, то эта работа будет выполнена на уроке, да, и дети это формулируют, да. Соответственно,
Моя работа будет намного сложна в том, чтобы посмотреть их материалы. А в течение учебного года ребята приносят папочку, что уже сделали, покажите. Да? То есть вот я так это вижу. Да? А потом уже защита, сам вариант защиты 3 минут. Это, да, работа сложная. Я прекрасно понимаю, что сложная работа. Я просто имею опыт определенной проектной деятельности, когда я вела 9 классы по обществознанию и по истории. И у меня 3 9 класса, за исключением 5 учащихся в 3 классах, не писали проект у меня, все остальные писали у меня. То есть получается, что я вела проектную деятельность, у меня было 69 учащихся. Это было колоссально сложно. Но при этом на истории и на обществе меньше возможностей уделять этому внимания, чем на УДНКНР. Безусловно, да. Мне кажется, на УДНКНР Но это будет опыт нашей работы. Да. И что? Да. Каждого по часу. У вас же не 1 час на все 7 классов. Поэтому, Наталья Владимировна, вы можете выбрать другую форму. 12 умножить на 25. Нет, мы говорим о том, что на уроке или 10 минут для того, чтобы сформулировать гипотезу. Ну, это такой же мини-человек. Я не смотрю, Делать там, где это уже что-то. Они это не делают. Поэтому Нет, ну 7 классов это много. Да? Я-то исхожу из того, что у меня 1 класс, это 2 или 3, да? 7 классов, конечно, много. Просто еще есть учащиеся других Безусловно, да. Поэтому вы правы, что каждая образовательная организация принимает главное решение таким образом. Но исходя из моих представлений, мне кажется, что проектная деятельность важнее. Давайте обратим внимание на то, что вам раздали чистые листы бумаги. И перед тем, как мы с вами поведем разговор дальше, что вам необходимо будет сделать с данным листом, да? То есть что там следует прописать? Данный лист – это как бы начало нашего зачета. На наш лист мы пишем фамилию, имя, отчество, стаж, место работы, предмет. Основной предмет. Фамилия, имя, отчество, стаж, место работы, да, основной, потому что иначе все сейчас напишите мне эти знаменитые буквы, да, УДНКНР, а они мне известны. Итак, ФИО, стаж, место работы и тот предмет, который вы основной ведете, кроме УДНКНР. ФИО, стаж, место работы. Стаж считайте быстро. Но если у вас меньше года, так и пишите, не месяца, менее года, да, Надежда Олеговна. ФИО, стаж, место работы и предмет, который вы преподавали до УДНКНР и преподаете вместе с ним. А дальше ответ на вопрос. Хочу узнать о преподавании предмета УДНКНР. Хочу или хотел, то есть в зависимости от того, как вы будете формулировать ответ, может быть сформулирован такой вопрос. Хочу или хотел узнать о преподавании УДНКНР. То есть это по цифре 2 уже. Первый у вас было ФИО, стаж, место работы, предмет. Затем по цифре 2 у вас хочу или хотел узнать о преподавании предмета УДНКНР. А если уже результат есть? Ну, значит, хотел. Да? Поэтому я и фиксирую такой глагол «хочу» или «хотел». Отсюда третий вопрос, вы, по сути, его предугадали. Что уже узнал на курсах? Третий вопрос, что уже узнал на курсах? Четвертый как раз на зачет идет вопрос. Итак, третий, что уже знал на курсах? И четвертый вопрос, что представлю из опыта работы. Что представлю из опыта работы? Что представлю из опыта работы полезного для ведения предмета УДНКНР. Опыт работы может быть по другим предметам, не имеется в виду, да, понимаем, да? Что представлю из опыта работы
полезного для ведения предмета по ДНК-НР. И здесь нужно по пунктам, не менее 3 пунктов прописать. Что представлю из опыта работы для ведения предмета ДНК-НР. Данные листочки пока у вас, да, можно их сейчас оформлять, вы уже какие-то части уже оформили. Самые, наверное, последние, это состоит из 3 пунктов, в ходе которого по окончании занятия листочки вы сдаете Надежде Олеговне, она их собирает. Сегодня надо сдать, да? Я Да. Под видео спрошу, когда надо сдать? Сегодня по окончанию мы сдаем листочки, Надежда Олеговна их собирает. А мы с вами продолжим наш разговор. Хочу обратить внимание на еще одну лекцию-беседу. У нас с вами лекция в виде бесед, которая в плане наших кривок сформулирована следующим образом. Это общая характеристика основ реализации предметной области по ДНК-НР. А можете чуть-чуть перерыв? Да, вы мне говорите. Перерыв сколько минуточек? 10, 15? 10, да? Ну, тогда мы перед тем, как продолжим, давайте перерывчик. У нас сейчас 12:25, значит, мы продолжаем в 12:35, да? Хорошо. Получается, это мы сейчас? Да? Ну, это на предзачет, потому что завтра у нас зачет. Да? Место. Почему? У вас места много, там можно растанцеваться на вашем месте. Нет, Вы поставь циферку 3 ниже и перепиши. Да, хорошо. Продублируйте нумерацию, и ваши ответы будут. Один вопрос нам надо, или все? А мы проветриваем там, да? Вот то окно, да, проветриваем? Давай. Что вы слушаете? Мы не пишем? Да, прикольно. Тема Если вас не самого, проверьте.
Да? Вообще, они еще все переписывают. А вы даже Я даже не примерную знаю. программу, она есть? Я нашла, я уже вообще давно зашла, я посмотрела, потому что вообще темы не соответствуют. Почему мне другое? Мы же ждали, что она будет в конструкторе, да? Что это программа, а потом мы написали, ну, сказали о том, что в конструкторе не будет, надо брать из примера какой-то основной обязательной программы, федеральная, она единая, вообще составлять, да? Ну, то есть нам федерально Вы уже закачали сетевой? Ну, это не проблема закачать, главное переписать теперь. Так развитие она где-то разработана уже есть, да? Они же под один шрифт работают, все делают, поэтому нужно как в конструкторе. Да, совершенно ставить. А там не сложно, вам только КТП надо сделать. Всего. Да, есть. Да? Даже КТП есть, да? В электронке, да? Федеральный дополнительный есть. Если можно, принесу вам КТП или отправлю. Ну, зачем? Там прям расписано. Всего-то. Просто вам нужно же опыт переделать, потому что тема-то уже кликнутая. Да. То есть у вас время потратится именно на работу с журналом. Да. То, что Не детям надо. говорят, что важно, Ну, то, что он сохранит. Вот как эти проекты мы просто задаем девочки 12 классов. Ну, поэтому и принимает обязательно организация сама. Почему не симпатично, не правильно тоже. Потому что здесь я работаю на результат. Просто я думаю, если по всем этим критериям каждый год. А это же критерии, это мои, это может совсем другие. Нет, у нас тоже не разработаны. Да, они же стандартизированные. Почему я беру стандартизированные? Потому что посмотрите, я история общества. Дети у меня пишут по истории общества знания. Ну, почему не буду это делать? Или почему не буду это закон? Соответственно, я сама себе решила, что и это я тоже буду делать. Почему нет? Понятно, что первую четверть проблематично, да? В середине года точно. Ну, почему раньше не поставили? В сентябре. Все, мне сказали посмотреть программу. Я не посмотрела, это не сделала. Если вы не выстраиваетесь здесь, там тратите хронологически много времени на 7 классов, поменять на 12. Можно папу сразу скинуть? Да, конечно. Сделано. Это было там, что я знаю, я написала, нужно письмо. Письмо? Я обычно отвечаю. Письмо было, да? Давно было? У нас мы продолжаем старый уровень. Почему она Вот такой, смотрите, у нас новые это 5, 6 и 10. А все остальные все продолжают. Значит, почему 6 взяли еще по совместным первым, да? То есть вот как раз, да? 7, 8, 9 мы продолжаем. Они доводят То есть 5 и 6 у них на уровень от 5 по 9 одна программа, 7, 8 и 9 у них на уровень от 5 по 9 другая. Ну, сейчас действовать. Одни говорят, завтра больше нужно, которые становятся нельзя, другие супермены знают, что обязаны мы, в общем, не понимаем, что управленцы правильно говорят. Вас кто управляет образованием? Делают они правильно. Значит, полностью. Они же вас корректируют. Значит, их слушаем. Ну, естественно. Не знают. Кто ходит? Я вообще замечаю. Они от себя же, во-первых, они ходят на совещания управления образованием, он дает четкие указания. Вот какая-то нестыковка, хотела узнать. Таким образом, да, делается. Сейчас нет, завтра ставить, да? Второе место,
Замечательно. Вам нужно экран вы вывести, например, да? Я смотрю, видите, хорошо. Вы пропишите. Наталья Валерьевна, огромнейший привет. Ой, да. Ты написала? Ну что напишу? Что написала? Напиши мне. Что дальше?
Да. На это время. Ну, то больше не будет. Тоже постоянно учить. Да, да. Ну, вот эти критерии для повышения нормативных условий, Здесь на записи обязательно подали заявку на потребительский кредит? Через WhatsApp звонить. Линии. Ты что, не появилась? Конечно. Сказала все данные своей карты. Написать, не знаю, что написать еще. Все как-то быстро. Образование. Когда появится учебник? Да. Вот я написала, что ты
У нас с вами по регламенту мы сегодня должны завершить. Сейчас я посмотрю, где эта у меня бумажка потеряла. 13:20, да? Да. То есть вы обладаете информацией, да? Не хватит. Ничего себе. Поэтому таблицу следующую, по которой мы с вами должны вам проработать, мы ее завтра возьмем, да? Если есть желание и инициатива, можете, думаю, ее заполнить, да, чтобы время нам сэкономить на завтра, да? Таблицу по распределению результатов по видам контроля можете дома заполнить, да? Мы завтра бы ее обсудили. Там обсуждения большого не будет, потому что здесь в зависимости от того, как вы в своих организациях сами для себя принимаете решение, где что контролировать, да, и каким способом. Это ваше, ну, собственно говоря, личное видение, да, профессиональное видение. Итак, мы с вами... Да, совершенно верно. То есть, получается, в той таблице, коль скоро я уже заговорила, да, там текущий контроль, плюсики, да, тематический, там у вас промежуточная аттестация, возможно, будет... Может, у кого-то одна, да, в конце года, у кого-то, может быть, еще какие-то тематические группы, да? Кто как для себя это видит, это ваше собственное видение, способы, да? Здесь я даже не давала вам какого-то шаблона, что именно так надо делать, потому что почему я должна командовать вами, если вы вполне суверенной личности. Итак, мы с вами говорим о общей характеристике основ реализации данной предметной области. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Ну, также обращу ваше внимание на основные вопросы. Опять НПБ, да, то есть нормативно-правовая база, организация обучения, изменения в преподавании и рабочая программа, а также учебники. Ну, начну с того, что перед нами фрагмент основного закона нашей страны, главного закона нашей страны. И не только потому, что я являюсь преподавателем не только ОДНКНР, но и учителем истории обществознания. Кроме того, я являюсь гражданином своей страны. И хочу обратить ваше внимание, что наш с вами предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», он напрямую связан с преамбулой Конституции. Вот давайте сразу поработаем для того, чтобы понять, что да, действительно напрямую связан. Очень хочется послушать красивый мужской голос. Читайте, пожалуйста. Мы многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле. Утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народа, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации. Большое спасибо. Приблизительно через 3,5 недели мы с вами будем отмечать очень важную, значительную дату. Это как бы небольшой юбилей, 30 лет нашему основному закону государства, поскольку 12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. Преамбула данной Конституции Александром Андреевичем прочитана. Мною здесь сделаны некие подчеркивания, на которые мы можем с вами акцентировать внимание и определить, что наш предмет, он является очень важным, и эту важность нашего предмета мы можем увидеть в преамбуле нашей Конституции. Да? Ну, коль скоро здесь у нас есть историки-обществоведы, то, естественно, есть возможность послушать доказательную базу. Да? Начнем с Елены Брониславовны. Пожалуйста. Итак, мы доказываем, что наш предмет очень важен, и в Конституции это отражено. Удивительно, да? Многонациональный народ. Вот этот момент важен в преподавании данного предмета. Общая судьба на своей земле, на земле России. Память предков народа, уважение к Отечеству,
Тут и нравственные вопросы, вера в добро и справедливость, ну, благополучие, процветание России. Одна из обязанностей – это защита Родины, ответственность за свою судьбу Родины, ну, и перед нынешними и будущими поколениями, то есть преемственность. Моменты касаются как раз целей задач предметной области вот этой Да. И тех базовых ценностей, которые перечисляли мы с вами и вчера, да, и сегодня постоянно говорим, да. То есть получается базовые ценности, которые были сформулированы спустя почти 3 десятка лет нашими законодателями, они заложены уже в основу. Фундаментом явилась наша Конституция, да, в своей преамбуле. Мы с вами это, безусловно, наблюдаем. И хочу обратить ваше внимание, что связь с Конституцией Российской Федерации мы видим в концепции нашей предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народа России». И вот здесь в концепции краткая формулировка, Надежда Олеговна ее почитает, да, и акцентирует внимание. Да? Пожалуйста, Надежда Олеговна. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России в вопросе формулирования современного воспитательного идеала делается акцент на воспитание личности, укорененной в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года приоритетной задачей в сфере воспитания детей ставит задачу развития высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. И в тех подчеркиваниях, которые я сделала, обозначен акцент на прямую связь концепции и нашей Конституции. Да? Конституция, мы с вами помним, 12 декабря 1993 года, концепция 2015 года и полное созвучие мы здесь наблюдаем, настоящая симфония. Да? Хочу обратить ваше внимание, вот у нас перед нами нормативно-правовая база преподавания. Перечислять данные документы не буду, поскольку вчера их перечисляли. Сегодня еще раз я на это обращала внимание просто так для того, что эта нормативная база существует, мы на нее опираемся в своей профессиональной преподавательской деятельности. И хочу обратить ваше внимание на то, что воспитательные и мировоззренческие приоритеты, о которых мы сегодня с вами говорили, да, учебного предмета, они заложены в нашу нормативную базу. Это и ФЗ от 31 июля 2020 года, которые вступили в силу осенью с 1 сентября 2020 года, прежде всего пункт 2, часть 2, касательно воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, развитие чувств патриотизма, гражданственности, ну и так далее. То, о чем мы с вами сегодня упоминали, это еще раз напоминалочка. Хочу также обратить ваше внимание, что собой представляет понятие. Мы сегодня очень много говорим о понятиях, да, очень важен понятийный аппарат. Для того, чтобы понимать, что мы делаем, мы должны понимать, на чем основывается наша профессиональная деятельность. Прежде всего, именно на этих базовых понятиях, что есть образование, что есть воспитание, что собой представляет понятие социализации личности, что такое развитая личность, да, понятие личности. И в данном случае я представляю вам информацию, это понятие духовно-нравственная культура. То есть это система ценностей человека, которая позволяет не только успешно адаптироваться в обществе человеку, но и существовать в данном обществе без вреда для себя и для других его членов. Да? Мы с вами знаем знаменитую фразу «живи и жить давай другим». Да? И вот эта фраза, если будет своеобразным девизом каждого из жителей нашей необъятной Родины, многонациональной, многоконфессиональной, многоязыковой, то, соответственно, полное единодушие может наступить. Ну, понятно, что сказка, мечты, да, но стремиться к идеальному – это вполне нормально в человеческой натуре, да, если мы говорим о том, что мы являемся людьми, да, и, собственно, чем мы отличаемся, да, мы отличаемся именно нашим духовно-нравственным началом, да, что у нас есть определенные табу, которые мы сами себе определяем, да, эти табу мы формулируем в себе. Очень важно, чтобы система ценностей, о которой мы с вами говорим,
она была положена на систему так называемых табу самих на себя. И чтобы наши ребята четко выстраивали вот эту систему, да, так называемых внутренних запретов, чего себе не позволю, на что я могу иметь право, да, для того, чтобы не обидеть, не оскорбить, не задеть чувства другого человека, иной национальности, иной религиозной культуры, иного языка, ну и так далее. И иного места проживания. Да? Именно то, что, по сути, отличает поистине человека просто от рожденного, да, в облике человека. Хочу обратить ваше внимание на то, что воспитательные и мировоззренческие приоритеты учебного предмета, они также представлены в данной концепции, о чем мы с вами говорили, просто здесь для напоминания. И хочу обратить внимание на ноябрьский указ нашего президента. Этому указу чуть больше года. 9 ноября 2022 года был издан указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. И я сделала небольшую выдержку из данного указа, суть которой сводится к следующей цитате. Это традиционные ценности, это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства России. Владимир Владимирович Путин подписал данный указ, еще раз обращу ваше внимание, 9 ноября прошлого года. И в соответствии с данным указом живет наша страна, многоэтничная, да, поликультурная и поликонфессиональная. Если мы с вами обратимся к письму Министерства просвещения от 3 марта 2023 года, совсем свеженькое письмо, да, это в прошлом учебном году, письмо о направлении информации, это методические рекомендации по ведению обновленных курсов, то здесь представлено, что если в случае 2022-2023 года в образовательных организациях не реализовывалось преподавание в 5 классе учебного предмета ОДНКНР, да, при внедрении федеральных образовательных программ основного общего образования, целесообразно предусмотреть в учебном плане 6 класса помимо 1 часа, ну, что, собственно, предусмотрено федеральным учебным планом, да, дополнительно 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности на освоение образовательной программы по учебному предмету за 5 и 6 классы в течение 1 года. Понятно, что это не является приказом, это является рекомендацией. Но вот в моей образовательной организации данное письмо не реализуется в силу того, что это все-таки не приказ, да, а рекомендация. Будьте любезны, скажите, у вас в ваших образовательных организациях это есть, да? То есть это есть. То есть получается в 6 классе вы преподаете час, да? И плюс еще внеурочка, да? То есть вы в очень хорошем положении находитесь, поскольку вы имеете возможность не отделить детей в информационном пространстве и в усвоении материала. Да. То есть получается у нас из присутствующих здесь только 2 образовательные организации, да? 3. Нет, 3. То есть это получается в Бельгарте и где это еще? В Зеленце также, а вы откуда? В Усть-Куломском районе, да? У нас Сызранский район 1,5 часа веду в 6 То есть у вас это есть. Дело в том, что это было дано, опять же, на откуп образовательным организациям, и данное решение, впрочем, как с промежуточной аттестацией, в рамках локального акта принимает конкретная образовательная организация. Поэтому письмо рекомендации не является руководством действий, да, а неким пожеланием, да, которое продекларировано. Ну, а другие образовательные организации и та образовательная организация, в которой я имею счастье и удовольствие работать, да, там, к сожалению, мы вынуждены в 6 классе изучать курс материалов 6 класса. Вот как из этой ситуации нам выходить? У кого есть так называемый совет, лайфхак? Вы 9 класс не проходите в 6? В 6. Вот, спасибо за ваш вопрос, вы, по сути, ответили мне, да? Вы ответили. Я задаю вопрос, как выходить, вы ответили, что приходится проходить 2 курса одновременно в рамках 1 часа. Да, совершенно верно. Да, именно таким образом мы из данной ситуации выходим. Да? Здесь, получается, несколько ущемлены дети. Да? Ну, учителя ущемить трудно, потому что он обязан отвечать на разные вызовы. Да? И чем вызов жестче, строже, тем интереснее его реализовывать. Да? Но вот вызов для детей, он, конечно, достаточно сложен в силу того, что нам приходится каким-то образом здесь изворачиваться для того, чтобы данные темы пройти. Но когда вы выступали
по предметным результатам, обращая внимание на формулировки тем проектов, вы, по сути, на данный вопрос дали все ответы. То есть все группы, которые здесь отработали, у вас было 7 групп, вы дали ответ, что темы проектов, они перекочевывают из одного класса в другой, и темы уроков, они тоже очень близки между собой. Что-то даже грифом получилось случайно. Да? И поэтому у нас есть возможность данную систему реализовывать, да? То есть ответить достойно на данный вызов. Но было бы здорово, если бы по внеурочке давали бы еще 1 час или хотя бы 20 минут, да? Полурока. Хочу обратить ваше внимание на стандарт. Мы с вами все прекрасно помним, что с сентября 2015 года, поскольку были введены в ГОС, именно тогда в учебный процесс был включен вот этот предмет. И определенные учебные организации данный предмет ввели, но, опять же, это была собственная инициатива, а не условия приказа, да. И мы с вами помним, что данный предмет, это предмет продолжает ОРКС из начальной школы, а вот уже в настоящее время изучение данного предмета вводится поэтапно, начиная с 5 класса, и с 5 по 9 класс он в связи с обнародованными ГОСами обязан быть. Да, ни одна образовательная организация не имеет права игнорировать, потому что это является законом. Да, ГОС для нас это федеральные государственные образовательные стандарты, а соответственно подчиняются которому должны неукоснительно. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы сами себе задаем вопрос. Ну, как организовать обучение, да, в 2023 году, 2024, исходя из собственного понимания предметной области, исходя из собственного представления и опыта педагогической профессии, своего стажа работы, да, мы для себя из определенных жизненных ситуаций, связанных с преподаванием той или иной предметной области, выходим, пытаясь не ущемить интересы, прежде всего, главных участников образовательного процесса. Это детей, да? Ну и ОДНКНР, поскольку является обязательной предметной областью и обязательным учебным предметом, то в этом учебном году он преподается, как мы с вами знаем, 5-6 классом, да, и четкие есть варианты учебных планов, которые регламентируются. Нам все обещали, что они будут в конструкторе, да, но, к сожалению, данное обещание оказалось да, в конструкторе, не появились данные программы, мы их составляли на основе федеральной программы. Про планировочку я здесь уже успела сказать, поэтому хочу обратить внимание на федеральные рабочие программы, на концепцию предметного образования, ну и стандарт, а также систему создания своей рабочей программы на основе единой, да, то есть государственной программы. Вот перед нами вот эта самая федеральная программа основного общего образования, основ ОДНКНР. Мы все вместе, каждый пользователь, ну, в зависимости от того, кто как работает, мы составляем данную программу, либо в купе с своим коллегой, который тоже ведет данный предмет, либо индивидуально. Обращали внимание на пояснительную записку, затем на планируемые результаты, что особенно важно, они у нас выпечатаны, да? Затем обращаем внимание на личностные результаты, метапредметные и предметные результаты. Ну и также здесь есть тематическое планирование, но стандартное. Отход от стандарта не предусматривается. То есть нельзя выкинуть что-то, добавить, пожалуйста, да, а выбрасывать какую-либо дидактическую единицу, такого разрешения у нас нет. А добавить, исходя из этнокультурного компонента, мы, безусловно, это можем себе позволить. И, собственно говоря, это мы делаем и не только в рамках данного предмета, но и других предметов в том числе. Хочу обратить ваше внимание, что в программе соблюдается преемственность, о чем мы с вами ранее говорили. Да? Это преемственность ГОС основного общего образования с ГОС начального общего образования. Учитываются возрастные особенности, психологические особенности. Учебный курс носит, как мы с вами помним, как мантру должны это для себя понять, что это культурологический и воспитательный характер, да? То есть прежде всего. И главный результат обучения – это духовно-нравственное развитие учащихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. То есть вот данная информация должна быть нами не просто заучена, да, а мы должны действовать в рамках представленного законом тезиса. Целями изучения курса являются, и здесь мною представлены цели, которые я повторять уже не буду, в силу того, что мы с вами много об этом говорили, единственное, на что акцентирую внимание, это прежде всего формирование гражданской идентичности, да? Это создание условий для того, чтобы было сформировано мировоззрение, да? Очень важный термин,
мы с вами прекрасно понимаем, что понятие мировоззрения знакомо каждому, да, но коллеги-обществоведы большое внимание уделяют когнитивному аппарату, и мировоззрение очень важно для развития личности, ее социализации. Давайте напомним друг другу, что такое мировоззрение. Да? То есть вот дети наши тоже должны уметь определять, что у него есть мировоззрение, а чтобы понимать, что у ребенка есть мировоззрение, нужно понимать, а что же это такое, да? Что такое мировоззрение? Ну, традиционно мы с вами на обществознании, помните, да, рисуем так называемый глаз, да, и 3 элемента, да, взгляд на что? На мир, общество, да, и самого себя, да, на человека. Совершенно верно. То есть мировоззрение это что? Это некая система ценностей, да, которая формируется у человека на окружающий мир, на общество, да, то есть на природу, мир человека. И если мы говорим о мировоззрении, мы говорим прежде всего о мировоззрении духовно-нравственного начала, да, культурологического начала. Говорим о мировоззрении, которое складывается на основе традиционных ценностей и осознание того, что каждый из нас является маленькой частью многонациональной культуры большой страны. Да? И, как говорят дети, иногда очень эмоционально, такой страны, как наша, больше нет. Да? То есть она уникальна, наша страна. И очень хорошо бы, если бы дети понимали, в чем ее уникальность. Да? Начиная вот... Я, к сожалению, не запомнила, как зовут человека с Ижмы. Лариса Геннадьевна. Да, спасибо. Лариса Геннадьевна, как говорила о том, что даже в маленькой палитре исследования, например, исследования своей семьи, своего села, да, родного места, да, можно найти начало большому исследованию огромнейшей страны, в которой проживает человек под названием ученик. Да? Для нас он с вами ученик, а для страны он гражданин, подрастающий гражданин большой страны. Формирование и сохранение уважения к ценностям, да, формирование убеждения. Вот еще один термин очень важный, да, что такое убеждение. Дети должны четко понимать, что это. Твердые принципы, да, а принципы это что такое? Это правило, а правило это что такое? И по цепочке мы с вами выходим на то, чтобы дети понимали те слова, которые они произносят. Если человек не понимает слов, которые он произносит, следовательно, он не обладает способностью, да, мыслить, да, совершенно верно. Потому что, помните, как в известном фильме «Доживем до понедельника» было сказано однажды, по-моему, учительница русского языка и литературы, да, формулировала такую мысль: кто ясно мыслит, тот ясно и страдает, да. Интересная мысль, сказанная актрисой Меньшиковой, по-моему, да, она играла учительницу, коллегу учителя истории, которого играл Вячеслав Тихонов, да, помните этот фрагмент? Поэтому умение мыслить – это прежде всего умение оперировать не просто понятиями, да, а понимать, что мы вкладываем в то или иное слово. Да? Потому что очень важно, как слово наше отзовется. Я увлеклась, давайте вернемся. Хочу обратить ваше внимание на то, что каждый ученик должен обладать прежде всего пониманием собственного «я», да, кто я такой. Да? То есть уникальность каждого ребенка должна заключаться не только в том, что там его зовут Петя, Вася или там зовут ее Мария, да, а уникальность должна быть еще и в том, что он может предъявить окружению своему, да, чем он может поделиться, чему он может научить окружающих, да, чем помочь, в какой помощи сам нуждается. И вот наш предмет «Благодатная почва», сегодня вот хорошую вот эту фразу сказали, одна из команд, по-моему, ваша команда, да, вот эту фразу по поводу благодатной почвы, да, наш предмет является как раз именно благодатной почвой развития вот именно этих качеств. Хочу обратить ваше внимание фрагмент выступления и презентации нашего министра Сергея Сергеевича Кравцова. Я прямо оттуда взяла из его выступления, когда он выступал еще летом данного года. Он обращал наше внимание на единые федеральные программы, обращал внимание на то, что разработка данных программ будет через конструктор. Ну, он пока еще не знал, что не все предметы будут, программы не по всем предметам будут через конструктор. Ну и также обращал наше внимание, что главная задача перевести основные образовательные программы в соответствии с федеральными основными образовательными программами до сентября 2023 года. И на данном слайде я хочу обратить ваше внимание, что вопрос составления программ – это прежде всего федеральная рабочая программа по учебному предмету. Приказ был подписан, очень свежий приказ, 18 мая 2023 года. И шаблон рабочей программы обещали нам конструкторы. Да? Но вскоре его не оказалось, мы его используем в качестве шаблона, саму рабочую программу.
И на основе нее, тем более там, что все есть в этой программе, нам только надо было для сетевого, да, составить КТП. В конструкторе мы все работали, потому что нам надо составлять программу по другим предметам, и поэтому данная информация вам знакома. К сожалению, в конструкторе не планировалось размещать шаблоны по отдельным предметам, в частности, родной язык, родная литература, в том числе и основы духовно-нравственной культуры народа России. И поэтому нам рекомендовали разрабатывать программы вне данного конструктора, а на основе федеральной основной программы. Что, собственно говоря, мы вполне благополучно все сделали. Но, однако, конструктором рабочих программ мы могли пользоваться, там есть хорошая информация, и данной информацией мы пользуемся по всем предметам, включая и по ДНКНР. Также мы данной информацией пользуемся. Я не буду останавливаться вот на этих требованиях, но я их в слайды включила, ну, чисто для информации. Это требования к результатам освоения основной образовательной программы от начального общего образования и основного. Да? Ну, поскольку среди нас есть преподаватели, которые преподают в начальной школе, и, возможно, им это будет интересно, а также не менее интересно будет это и тем преподавателям, которые получают детей, можно сказать, из начальной школы в 5 класс. Да? То есть речь идет об требованиях результатов, в данном случае личностные результаты мной представлены. Здесь на слайде метапредметные результаты в том числе. Поэтому я пробежала по этим слайдам, на это обращать внимание не буду. По поводу форм контроля, о котором мы сегодня также упоминались, да, и вот как раз Надежда Владимировна акцентировала наше внимание на проблеме промежуточной аттестации, которая должна быть по окончании изучения данного учебного предмета и в 5 классе, и в 6 классе. Так что наш законодатель нам говорит? Говорит буквально следующее, что по данному предмету выставляются отметки по 5-бальной системе. Отметка по предмету идет в аттестат. Следовательно, по окончании изучения данного курса, а мы с вами понимаем, что законодатель отводит на изучение данного курса с 5 по 9 класс, в 9 классе в аттестате, так говорит законодатель, должна быть отметка по данному предмету. Да? То есть идет в аттестат. Личностные компетенции обучающиеся не подлежат непосредственно оценке. Об этом вам еще вчера утром говорил Евгений Викторович. Ну и кроме того, следует отметить, что система оценки образовательных достижений, она включает следующее. Это педагогические наблюдения, проектные работы обучающихся, мониторинги и так далее. Вот поэтому лично я зацепилась за проектные работы в силу того, что мне кажется, с моей точки зрения, что это наиболее уместная форма оценки результатов. Да, трудоемкая по человека-часам, да, очень трудоемкая. И далее непосредственное оценивание остается прерогативой образовательного учреждения. Так прописано в законодательном документе. И уточнение дается относительно того, что составляется локальный акт образовательного учреждения. Можно вопрос? Да. А можно тогда оценку одну поставить в конце года за проектную работу и выставить за год, а по 4 не выставлять? Или как получается? Все равно выставлять? Дело в том, что это предметы. Соответственно, текущий контроль, промежуточный контроль должен быть. Возникает очень трудно оценивать, ребят, это получается у нас работа немного такая. Ну, объясняя пословицы, оценки выставим, как будто гусские. Ходим по лезвию ножа, вы правильно говорите, да? То есть у нас есть оценочные суждения относительно выступления детей по данным текстам, да? Но в качестве оценки для нас являются так называемые УД, да? То есть что умеет? Умеет рассуждать, да? Умеет выделять главное, читательская грамотность, да? Умеет ли проявлять различного рода компетенции, да? То есть мы же это оцениваем, да? Эмоции, понятно, что мы не оцениваем, но наша главная задача заключается в том, чтобы выводить ребенка на эмоции, да? То есть он должен эмоционизировать, я имею в виду в положительном смысле этого слова, да? Мы сегодня говорили, если ребенок плачет над текстом, это удовольствие для учителя. Извините за такую кощунственную фразу, да? Удовольствие, ну, не сомнительное, а не в прямом смысле слова, да? Потому что в данном случае проявление душевных качеств, да? Но оценивать мы с вами можем. У нас для этого есть в программе, мы видели, да, результаты, в соответствии с которыми мы даем оценивание. Ну вот, да. Вот все-таки, если я вернусь к предметным результатам, или мы к ним еще придем? А вы возвращаетесь? Все-таки, да, вот по поводу формы контроля и формы оценки. У нас первичное это воспитание.
Но тем не менее, предметных результатов он огромный спектр. Кто читал программу, понимаете, знаете. Вот на мой взгляд, это очень сложно все-таки совмещать. Все-таки мы даем теорию с предметными и спрашиваем на форме контроля это. Или мы все-таки, для меня... Но оцениваем-то и предметные в том числе, и метапредметные. Вот обратили внимание, я в проектной деятельности предлагала оценивать метапредметные, да, там, познавательные, рутинные и так далее. Я понимаю, ООД метапредметные, а предметные это все-таки... В рамках текущего контроля, да, или итогового контроля, который не итогового, извините, промежуточного контроля. Да, когда выходим на обществознание и идем по определениям. Да. Нет, обществознание не надо выводить. Дело в том, что вот мы успели переговорить с Натальей Владимировной, да, то есть, например, как мы оцениваем ребенка на уроке, за что мы ставим отметку? То есть он продемонстрировал знания, да? Он продемонстрировал умение. Мы же это оцениваем, да? Не только в словесном наборе, да, фраз, но мы оцениваем отметочной системой. Соответственно, и оцениваем творческие их работы учащиеся. Они выступают у нас с сообщениями, да, представляют... И это тоже мы оцениваем в процессе урока. Знания, да? То есть, если ребенок выступает и оперирует какими-то терминами, значит, он знает и эти термины. Если он их правильно произносит и в нужном ключе формулирует предложение. Мы же это с вами видим, да? Давайте обращу ваше внимание, вот на данном слайде, здесь у меня представлен слайд в виде рабочего листа, да, и что оцениваем, да, соответствие ответа заданию, да, то есть насколько ребенок адекватен тем элементам задания, которые он прочитал, да, то есть умеет ли он понять прочитанный текст, да, это в каждом предмете, и, соответственно, и данный предмет не является исключением. Ну и полнота раскрытия данной микротемы, которая в данном задании дается. Степень самостоятельности выполнения данного задания здесь также определена, активности на работе. Если он работал в команде, мы же работаем с детьми в процессе урочной деятельности, они в паре работают, в команде работают, потом презентуют результаты своей деятельности. Это тоже мы оцениваем. Самооценивание мы, естественно, поощряем, да? Тут у нас есть критериальность самооценивания. Даже если, предположим, ребенок сегодня в процессе самооценивания, как нам кажется, слукавил и поставил себе выше, да, мы ставим эту отметку, потому что система самооценивания она у нас не ежеурочно, от одного урока не убудет. А в данной ситуации ребенок, даже если слукавил, то в дальнейшем может быть подкорректирована эта отметка, мы с вами прекрасно понимаем, да, или он есть к чему стремиться, да. То есть мы же минус это не ставим в журнал, как мы с вами понимаем, да, 4 с минусом, да, это словесная оценка, да, а в журнал поставится все равно 4, да, чуть на поощрение идет. То есть это тоже вопрос воспитания, да. Качество оформления материалов, тоже мы на это обращаем внимание, что он умеет и как оформлять, да. А если материал оформлен, то он оформлен с точки зрения знаниевой парадигмы, да, то есть ту информацию, которую он выдает в нашем письменном домашнем задании, данная информация, она должна отвечать предметным результатам. Да, безусловно, мы на это тоже обращаем внимание. Ну и, соответственно, умение, что требуется везде, это предметные, да, результаты анализировать, сравнивать, систематизировать материал, ну и так далее. Но это у нас как бы обобщенные, мы можем взять что-то свое, да, вот перед нами некая общая характеристика, которая может быть шаблонизированной, и ее всегда можно видоизменить под себя. Хочу обратить внимание, что критериальный подход при отметочной системе, он может быть использован и оцениваться здесь, еще раз обращу ваше внимание, грамотность, культура речи. Когда мы говорим о грамотной культуре речи, мы опять вспоминаем про предметные результаты. Да? Речь не может быть грамотной, если там не использованы факты, да? Знания конкретные, да, которые даются в процессе изучения той или иной темы. Наличие этических оценок, чтобы ребенок дал этические оценки, он должен понимать, откуда то или иное моральное правило. То есть они все между собой взаимоприплетены настолько, что это увидеть можем только мы с вами, педагоги. Да? То есть ребенок, когда отвечает, он же себя не рефлексирует, что здесь я вот проявил предметное знание, а здесь я проявил, предположим, метапредметное. Это с вами мы видим. Да? И, соответственно, это и составляет в совокупности
отметку на уроке, да? Но для ребенка важно, он получил 5. За что? Что я смог? Я прочитал фрагмент текста, я проанализировал, я нашел в этом тексте главное, я высказал собственную точку зрения, я смог доказать свою точку зрения. Вот такие элементы самоконтроля и самооценки мы с вами обычно в общей системе предлагаем нашим учащимся. Хочу обратить внимание, перед нами то, о чем мы говорили вчера, относительно творческого портфолио, да, почему это ценно. То есть ребенок с папочкой, да, уметь собирать творческое портфолио, собирать информацию, быть ответственным, да, за сбор информации. И таким образом здесь мы с вами воспитываем огромное количество качеств будущего гражданина, ответственного, человека, который умеет сосредоточиться на главном, человека, который умеет систематизировать, то есть научен этому, продолжает учиться данной важной системе качеств, ну и так далее. И действительно портфолио может быть сформировано из разных типов работ учащегося. Ну, некоторые педагоги, вот я бы сейчас, наверное, спросила, кто использует рабочие листы на уроке, да? То есть вот вы используете рабочие листы, да? Вы их специально распечатываете детям, да? И выдаете. И таким образом эти рабочие листы составляют портфолио, да? Вот такая форма деятельности. Кто-то работает с тетрадками, да? То есть в тетрадках дети сами рисуют рабочие листы. Я, видать, слишком ленивый человек, поэтому я не распечатываю детям рабочие листы, и я заставляю детей самих составлять эти рабочие листы в их тетрадках. То есть для меня, вот, исходя из того, что мною принято решение, что каждый ребенок должен проявить свою индивидуальность, пусть проявляет свою индивидуальность в своих тетрадках, а потом, демонстрируя свои записи, да, какие записи были им сделаны по ходу изучения того или иного материала, той или иной темы, ребенок показывает систему фиксации этих записей. Да, то есть это тоже очень важно. Хотя рабочие листы учат детей очень много. Вот 3 вещи можете сразу сходу назвать. Да? То есть рабочий лист, по сути, образец. Да? И ребенку дается некий образец, при помощи которого он может структурировать свою работу, ее в системе эту работу провести и увидеть результат того, что он может, чего не может, да, то есть с оригиналом еще сравнить, да, поэтому это очень хорошая вещь, рабочие листы. И время от времени, вот я в своей практике использую эти рабочие листы, но, к сожалению, не в системе. Хочу обратить внимание на то, что есть и такие виды деятельности, как составление рассказов, рисунков, то есть где-то их надо хранить. Дети говорят, вот я сегодня выступила, оставьте себе. Да, я себе это должна оставить, таких у меня как бы очень много, да, заведи свою папку, можешь держать ее в кабинете, если так хочется, в своем классе, да, и складывай туда, да, то есть свою систему портфолио. И это как раз будет портфолио по предметам. Или, например, ребенок говорит, мы по ИЗО это делали, оказалось, что по ДНК это надо, а еще по музыке. Составь единую папочку, да, то есть одна и та же работа может зазвучать. Ну, был такой пример, предположим, ребенок на ИЗО делал рисунок относительно того, кого он считает героем, и мы на УДНК похожую тему затронули, он с этим рисунком выступил здесь. То есть это продукт на 2 уроках, да? И вот преподаватели музыки, ИЗО, они могут на это обратить внимание. Я так понимаю, что я время перебрала, да? Примерные темы итоговых проектов мы сегодня с вами рассмотрели, я их просто прокручу. Учебники. Хочу обратить ваше внимание, вот перед нами 2 учебника, которые мы используем, да, и в соответствии с какими приказами мы используем, это приказы сентябрьские 22 года и июльские 23 года. Затем хочу обратить внимание, опять же, фрагмент выступления нашего министра Сергея Сергеевича Кравцова, который сказал буквально следующее, что в 23-25 годах подготовка государственных учебников по всем обязательным предметам, а полный переход на новые учебники планируется в ближайшие 5 лет. То есть понятно, что мы в состоянии ожидания. То есть пообещали, значит, должно быть. Да? Хочу также обратить ваше внимание вот на этот спектр учебников. Это УМК для учителя, который здесь представлен. Но мы с вами должны понимать, что надо использовать учебники из федерального перечня. Вот я здесь вам даю на слайде федеральный перечень учебников. 5, 6, 7 и 8 классы. Ну, у 6 класса здесь помимо Виноградовского учебника, федеральный перечень, входит еще учебник протоиерея Виктора Дорофеева. Да, может, кто-то пользуется. Кстати, интересно, у них методическое пособие у данного учебника, где можно использовать различные тексты.
Ну вот эти учебники, смотрите, 5, 6, 7, 8 из федерального перечня мною представлены. Да? Также хочу обратить внимание, даю аннотацию по каждому учебнику кратко, в частности по 5 по 6 классу, обозначаю номер федерального перечня, что данным учебником мы можем пользоваться, который, к сожалению, в наличии нет, а только в электронном варианте, но тем не менее хотя бы что-то, чем совсем ничего. Да? Также обращаю ваше внимание еще вот на такой учебник. Это учебник у нас Виноградова-Поляков, да? И методическое пособие, да, к учебнику. И здесь представлено содержание данного учебника. Перед нами методические пособия, которыми можно пользоваться. В ссылках у меня, кстати, все есть. Это можно кликнуть и найти в электронке. Да? То есть я вам документом отдельно все это сделала. Здесь мы видим методические пособия и рабочие тетради. Да? Ну и вот они, материалы, о которых я вам упомянула, но отдельным файлом это тоже есть. Не только в слайдах, но и отдельным файлом. Также здесь пособие из СО. Здесь можно кликнуть и найти в электронной школе, о чем я вам упомянула. Клевер лаборатория, которую все знают, наверняка уже и пользуются очень активно, потому что огромный спектр материалов дает нам эта Клевер лаборатория. Методическое пособие, вот, например, здесь Виноградова представлено. Еще, ну, здесь я отдаю разворот этих методических пособий. Здесь есть вопросы, которыми можно пользоваться. Просто вывести на экран и детям дать в качестве задания, не обязательно распечатывать. Да? Ну, содержание учебника. У русского слова очень много полезной информации. Возможно, кто-то пользовался, да? Ну, судя по тому, что киваете, понятно, что пользуетесь активно методическим аппаратом. Вот как раз разворот этих учебников, где есть хорошие тексты, да, на которые можно обратить внимание. Я даже обращаю ваше внимание, что вопросы здесь к этим текстам есть. Даже нам самим выдумывать ничего не надо. Да? Опять же, взять электронную версию, вывести на экран и с данными вопросами поработать вместе с учащимися. Да? В электронной форме учебников у них присутствует русского слова. Как быстро я пролетела. Благодарю за внимание. Большое спасибо. Завтра мы с вами начинаем в 9. Листочки вы Надежде Олеговне сдаете? Да. 5 минут у вас отняла, извините. Вот эти материалы можно завтра скинуть? Можете сейчас брать, но я еще завтра немного кое-что докину. Я просто не все докинула. Можете сейчас брать папку. А завтра там 3-й номер еще возьмите. Потому что тут уже основная часть здесь есть. Там, наверное, тоже не делают. Потому что, да, она же нам Подскажите, где? Вы на материалах передали? Да, там же есть фамилия, вот это видите. Может, я вам спокойно. Да. Завтра я только донесу еще 3-ю под номером, там 1-я, 2-я, и как бы разбросана, да? 3-я там будет немного. Открыли, увидели, да? Нет, материал открыли, еще где-то покрыли. Вот она и есть, а там вы ее откроете, посмотрите. На одна, да? Вот это все, да? Ну вот. То есть начинается школа, да, здесь презентация не вижу. 1-я, 2-я. Может, еще что-то? Другой портрет. Да, беседу. Поговорим. Обсуждение. Обсуждение опыта, формы работы на уроке, фактически. Вспомни, как я сформулировала.
То есть из опыта работы, как где надо это. То есть как это можно связать? Вы руководитель. Заведите, по сути, себе музей ваших учащихся, помогающих. Смотрите, у вас очень благодарная система связи с данным предметом. Выражение общего мнения. Что-то думаю. Да? Может, не знаю. Потому что уже сейчас кратко вы говорите, минуты просто не точно. Много времени понадобится. Интересно. Если кто-то может свою деятельность вот туда вы сказали, я не знаю. Вы также немножко да? Я не знаю, выключил Александра или нет, там идет трансляция. Вчера надо, чтобы они включали, да? Как вам? Мы это закончили, мы немножко даже время перебрали, но закончили. Да, нет, все хорошо. Да. Ну да. Наверное, если что-то завтрашний день нужно подготовить.